请问一下，可以点菜吗？谢谢。Еле причмакивали. Я за традиционный Китай. Ох, Расчетливые, методичные, безжалостные. я позволяю себе наивные вопросы. Я понял, что это. Это грустно. Это сила юаня. Почему? Явно. Нормально, нормально. Так, и глядишь, уже маленькая империя. Окей, был и такой опыт в моей жизни. Перед тем, как начать смотреть, подпишитесь на наш телеграм-канал. Пока в России блокируют YouTube, так нам будет проще не терять связь. Все новые видео мы целиком выкладываем и в телеграм. Вот адрес канала, в описании ссылка. Саша, ты один из главных китаистов, говорящих на русском языке. Нам очень давно хотелось поговорить про Китай, которого в нашей жизни, очевидно, становится все больше. И у нас, наконец-то, появилась такая возможность. Важно. Мы записываем это интервью в США, в Нью-Йорке. Во-первых, потому что здесь очень удобно и интересно можно проследить, как Китай выходит за свои границы, как он может просачиваться в другие места. А во-вторых, потому что, кажется, от связки США-Китай, от этих взаимоотношений очень много в мире будет зависеть в ближайшее время. Не могу с этим поспорить. Поэтому мы проводим здесь с тобой пару дней и задаем десятки самых разных, самых простых, самых странных вопросов про Китай. Договорились. Мы с тобой в Чайнатауне Манхэттена, в старом Чайнатауне Манхэттена. Они уже начали появляться новые, есть еще один в Гарлеме. Всего их теперь 9 штук, и вот тот, который в Гарлеме, это будет уже 10-й. Но это самый старый Чайнатаун в Нью-Йорке, середины 19 века, и, наверное, самый важный исторически для американо-китайских отношений. И вот это Пятикресток. Это 200 лет назад, как я понял, было самым злачным местом в США. И банда Нью-Йорка — это как раз... Это про здесь. Это про здесь. И вот здесь творилась дичь самая большая. Сюда всех иммигрантов забрасывали, самых малоимущих. Вот когда они приплывали, у кого меньше всего денег, и бросали сюда. И в какой-то момент, я прочитал просто, пока читал еще про Чайнатаун, в какую-то ночь полиция Нью-Йорка провела спецоперацию. За 12 часов они арестовали здесь более 80 тысяч человек. Это, напомню, 200 лет назад. И там допросы, все остальное, и пару тысяч посадили, потому что здесь жило представителей более 40 нью-йоркских банд. То есть хитровка по-нью-йоркски. Помноженная на американский масштаб. Но это было до Чайнатауна. Uno de los métodos más fáciles para mudarse a Europa es a través de un visado de estudiante. La Escuela de Idiomas Frida puede ayudarte con todos los trámites necesarios. Буква Ф. Поскольку многим нашим зрителям удобнее слушать, а не смотреть наши видео, прямо сейчас вместо субтитров появится закадровый перевод. Итак, как это работает? Допустим, вы хотите попробовать, что такое жизнь в Европе, особенно в Барселоне. Este ruido porque estamos grabando cerca del estadio Montjuic y el Barça está jugando ahora mismo en La Liga. Вы поступаете в школу, получаете студенческую визу на год, наслаждаетесь жизнью здесь, изучая язык и имея возможность путешествовать по всей Европе. Да, вы должны будете ходить на занятия каждый день, с понедельника по пятницу. Но уроки во Фрида очень эффективные и интересные и сочетаются с самыми разными мероприятиями за пределами школы. Вы выучите язык,
на котором говорит более 500 миллионов человек, более чем в 20 странах мира. Если вы уже переехали в Барселону и хотите сделать свою жизнь здесь более удобной, для вас тоже найдутся варианты занятий. Во Фрида есть как ежедневные занятия, так и те, что проходят по нескольку раз в неделю. Идеально, чтобы совмещать изучение языка с работой. Если вы очень-очень заняты и групповые занятия не подходят, индивидуальные уроки тут тоже есть. Все уроки с носителями языка. Да, у вас не будет возможности перейти на русский, но это очень поможет выучить язык гораздо быстрее. Если вы хотите выучить испанский и переехать в Барселону, переходите по ссылке в описании. И не забудьте о промокоде ВДУТЬ, по нему скидка 5%. Вперед и удачи! Это площадь Кимлао, названная в честь офицера американских ВВС времен Второй мировой войны. Он был гражданином США, но он был китайцем по происхождению. Он воевал во время Второй мировой войны на Азиатском фронте, да, на Тихом океане, и погиб, сражаясь с японцами. Вот в его честь где-то 20 лет назад построили эту арку. Обычно у чайнатаунов есть большие, красивые такие китайские арки, которые узнаваемые, с красным цветом, с такими вот крышами, да, с завитками. Здесь такой арки нет в Нью-Йорке. Поэтому они воткнули вот такую вот арку, которая мемориал всем китайцам или американцам китайского происхождения, сражавшимся за правое дело во время Второй мировой войны. Рядом памятник Лин Цзисюй, это герой китайского народа. Он был управляющим таможни в провинции Фудзянь, когда британцы начали продавать опиум. Да, это 1800, конец 30-х, 40-е годы. И он был человеком, который сжег ящики с опиумом, и, по сути, после этого началась Первая опиумная война, которая привела там, к потере территории Китая и полуколониальному статусу. Его за это император Дао Гуан сослал в Синьцзян. Он посидел в Синьцзяне ссылке, потом его реабилитировали, сделали чиновником, но в менее престижном регионе и так далее. Потом он умер. Но это человек, который в Китае и коммунистическом, и сейчас считается одним из главных патриотов, который боролся с западным империализмом и с западным диктатом. Здесь очень интересно. Написано, что он pioneer in war against drugs. Да? То есть человек, который является первопроходцем в борьбе с наркотиками. Почему? Потому что Чайнатаун еще в 60-е, 70-е, 80-е и даже в начале 90-х был, в общем-то, не самой спокойной частью Нью-Йорка. Здесь были триады, которые друг с другом боролись. Триада — это китайская мафия. Китайская мафия. Банды в основном занимались тем, что крышевали местных торговцев, лавочников и так далее. Но наркотиками тоже промышляли. И вот здесь эта статуя ботнута, чтобы показать, что мы против Чайнатаун, против наркотиков. Это один подтекст. Второй подтекст — этот патриотический, да, что мы, китайцы, встали во весь рост, и мы, в общем, мягко боремся с империалистическим диктатом. То есть это на самом деле подтекст, который не всегда считывается американцами, но это фигура человека, который является одним из главных борцов с англосаксами. Культурный троянский конь. Отчасти. Ты рассказывал историю про человека из Huawei и Ванкувер. Расскажи, что там было. Это финансовый директор компании Huawei, Мэн Ванчжоу, дочка основателя Huawei. И, вероятно, наследница во главе этой компании, которая частная, но при этом, очевидно, тесно сотрудничает с государством, кредитуется у государства, получает государственные субсидии, много где участвует в государственных тендерах и продвигается с помощью китайского государства. Национальный чемпион. Пусть и часто. У них есть компания ZTE, которая занимается примерно тем же самым, она полностью государственная. И вот когда Мэн Ванчжоу приехала в Ванкувер, а у нее дом в Ванкувере, как у многих богатых китайцев, да, ее там арестовали по запросу администрации Трампа, обвинив в том, что она, как финдиректор Huawei, участвовала в схеме по обходу санкций, наложенных на Иран.
А Китай туда, и Huawei конкретно, поставляли туда оборудование, которое санкциями было поставлять запрещено. И вот за это ее сапали, посадили под домашний арест, и долгое время шел суд о ее экстрадиции в США по настоянию администрации Трампа. Что сделали китайцы? Они схватили в Китае 2 канадцев, Майкла Коврига, который работал на тот момент в международной кризисной группе, и Майкла Спейвера, бизнесмена, который ездил в Северную Корею. Ковриг — бывший дипломат канадский. И они их посадили по политическим делам. Ковриг и Спейвер провели примерно 3 года в заключении. Ковриг мой товарищ, поэтому он мне немножко рассказывал, как это все выглядит. Так себе история. Я думаю, что те, кто недавно был обменен в Лефортово, могут рассказать похоже, но по их рассказам все-таки у нас более немножко, хотя сложно сравнивать антигуманную одну систему и антигуманную другую систему, но китайская такая довольно ужасная. То есть это не физическое насилие, но тебя постоянно психологически давят. Вот они их задержали, посадили на пожизненное заключение, и потом обменяли на Мэнь Вэньчжоу. То есть как в советских фильмах и как было во время Холодной войны, где на этом мосту в Германии меняли шпионов, точно так же 2 самолета летели друг другу навстречу с разных сторон Тихого океана. В итоге ее выпустили, ее встретили как героя в Шэньчжэне, где находится штаб-квартира компании. Она прекрасно работает снова в Huawei на благо китайского государства. А почему схватили американцы? Из-за санкций? Или... Американцы оказывали давление на Huawei и продолжают оказывать. Huawei — компания национальный чемпион, которая начинала с таких очень простых девайсов, там, модемов для интернета и так далее. Помнишь, когда был еще интернет по карточкам, надо было звонить через такой модем, который там всячески дребезжал. Вот это вот в том числе Huawei в таком дешевом изводе. И постепенно они дошли до того, что они стали делать базовые станции для сетей 3G, 4G и потом 5G. А базовые станции для 5G умеют в мире толком, вот очень, очень хорошем уровне, делать только 3 компании. Huawei, Ericsson и Nokia. У американцев такого нет. И очень многие правительства разных стран и телеком-компании начали закупать эти базовые станции, ставить свои сотовые сети. На что американцы всполошились, полагая, что если эта компания с китайским участием, под влиянием китайского правительства, она может передавать данные, которые по этим сетям перетекают, в том числе довольно конфиденциальные и корпоративные, и, возможно, какие-то правительственные, Китаю. И это будет таким большим троянским конем, через который китайцы будут шпионить. Ровно поэтому началась большая кампания по удушению Huawei, и это отчасти кампания по борьбе с китайской разведdeятельностью, отчасти удушение конкурента. И они, в общем, двигались по разным азимутам. С одной стороны, запретили поставки Huawei разных передовой американских технологий, там, Qualcomm и так далее. И с другой стороны, пооткрывали всяких дел вокруг нарушения санкций в отношении Ирана, в том числе выписав ордер на арест Мэнь Вэньчжоу. Звучит не очень демократично. Ну, что делать? Это Америка, у нее есть в наборе очень разные инструменты. Вторжение в Ирак как? Сильно демократично? Очень недемократично. Да, это вот то, что делают великие державы, когда могут себе позволить, Китай может себе позволить. И в данном случае большой вопрос, насколько Канада могла бы не экстрадировать Мэнь Вэньчжоу, если бы китайцы не брали заложников. Но китайцы в данном случае взяли заложников, 2 Майклов, и вели переговоры с позиции силы, абсолютно такой вот беззастенчивой и бесцеремонной. Еще понаводили всяких санкций в отношении канадского экспорта и так далее. Но в итоге это сработало, и свою девушку они оттуда достали. Бали — это океан, развитая инфраструктура и сервис. А еще очень выгодный регион для инвестиций. Компания ДДА — топовые эксперты в недвижимости на острове. В ДДА знают, где и, самое главное, когда нужно покупать. Прямо сейчас у них есть горящее предложение. Квартиры от $88 тысяч в рассрочку до 2 лет в новом комплексе у океана. Переходите по ссылке в описании и участвуйте в розыгрыше 10 поездок на Бали от компании ДДА.
Я правильно понимаю, что различия между провинциями в Китае, это вот твоя, по-моему, фраза, что это как Евросоюз. Это То есть похоже на Евросоюз. Это очень разные страны. Абсолютно. Это очень, там разные языки, очень не похожие друг на друга. Давай приведем пример. То есть это отличие как между чем? Между Испанией и Венгрией часто. Ну нет, так не может быть. Смотри, Евросоюз тоже очень разнообразный, но в нем есть, допустим, Германия и Голландия, которые говорят хотя бы на родственных близких языках. Или страны Скандинавии, которые друг с другом много пересечений, много чего похожего и так далее. Вот в Китае тоже есть группа провинций, которые большая довольно, это основная масса страны, где живут ханьцы, то есть китайцы основные. Они на мандарине говорят? Они говорят на северных диалектах изначально, которые, да, называются мандарин, но с региональными различиями, но тем не менее. Это более-менее понятно. Есть куски Китая, в которых живут тоже те же ханьцы, только говорящие на диалектах, друг на друга совершенно не похожих. Вот там вот как раз разница, как между германскими языками. И есть регионы Китая, которые населены нацменьшинствами, которые говорят на совершенно других языках, этнически к китайцам не особо относятся, да, например, уйгуры в Синьцзяне, которые тюрки. Но важный момент. Смотри, почему мы про Евросоюз говорим, а не про Россию. Просто в России же тоже есть Кавказские республики, национальные республики, где говорят на другом языке. Но у нас есть один объединяющий язык. Более-менее все могут говорить на русском. А в провинциях Китая могут говорить? Сейчас все говорят. Сейчас практически все говорят. И страна очень сильно за последние 70 лет перемешалась. Потому что у тебя построили инфраструктуру, которая ее сшивает воедино, у тебя есть радио, телевизор, интернет на общенациональном языке, огромная мобильность, количество смешанных браков и так далее. То есть региональные различия, которые были еще 40 лет назад, сейчас во многом все больше история. Хотя есть очень крупные общности, например, как провинция Гуандун, где абсолютно отдельный язык, рядом Гонконг, который сохраняет достаточную степень автономии, где на этом языке есть национальные СМИ, ну, гонконгские СМИ, и есть вот Чайнатауны, в которых тоже много чего происходит именно на кантонском. Слушай, и вот просто 5 метров, и это уже тайваньское заведение. У них разные языки. У них абсолютно разные диалекты. Тайваньцы зависит, конечно, кто это. Они могут говорить на путунхуа, то есть на мандарине, как ты говоришь, да, на общепонятном языке, либо могут говорить на своем фудзянском вот этом вот диалекте миннань, на котором говорит большинство тайваньцев. Но общий у них будет, скорее всего, вот этот вот язык путунхуа, то есть мандарин. Ну и английский, конечно же. Коротко, Ванкувер же очень населен китайцами. Это самый дорогой, самый престижный город для жизни в Канаде, и основной поток покупки недвиги от китайцев. Был, сейчас сокращается. Все 90-е, 2000-е и еще 2010-е китайская элита жила в ощущении того, что с Америкой и западным миром будет симбиоз. Кимерика, даже такое слово придумали, да, чимерика. То есть это отчасти химера, игра слов, с другой стороны Китай и Америка как одно существо. И китайская элита отправляла своих детей учиться в западные вузы, покупала недвижимость, искала какие-то возможности получить грин-карты и прочее. И отчасти это были коррупционеры, которые наворовали денег в Китае, отправили семью за рубеж и потом сами переехали, либо остались в Китае, но дети, внуки уже живут в Америке, в Канаде, в Европе. Либо это люди, которые были бизнесменами и строили жизнь ровно по два берега Тихого океана, считая, что так и будет всегда. Это будет симбиоз, где есть огромная научно-промышленная держава Соединенные Штаты, бездонный рынок Китая, Китай подтягивается в инновациях, и мы будем много чего вместе делать, и конкурировать, и сотрудничать, и немножко соперничать. Но получилось, конечно, не совсем так. Поэтому сейчас вот все эти ниточки разрезаются, и людям нужно выбирать, вы, собственно, с кем? Вы с коммунистическим Китаем и товарищем Си Цзиньпином, или вы все-таки пытаетесь перелезть на сторону Запада? А почему они выбирают? Си их заставляет? Си их в том числе заставляет. Си человек, который пришел к власти и
во многом был выдвинут потому, что партия очень сильно опасалась того, что она эту власть не удержит. Феноменальный экономический рост породил все противоречия такого дикого капитализма. И огромный социальный разрыв между богатыми и бедными, между городами и деревней, между развитыми приморскими провинциями и глубинными провинциями, и чудовищную коррупцию. Когда чиновник, который контролирует многомиллиардные бюджеты, получает официальную зарплату в $200, а вокруг него просто несется такая река Хуанхэ, река Янцзы с деньгами, она каждый год становится все больше и более полноводной, да, китайский ВВП рос двузначными темпами почти 20 лет, ну, очень сложно отказаться из потока, сделать глоток. Многие наглотались как следует, вырастили многомиллионные, многомиллиардные состояния, и это угрожало самой природе власти Компартии. То есть партия могла разложиться. И Си Цзиньпин, как человек, который является китайским коммунистом уже во втором поколении, его папа был вице-премьером, одним из отцов-основателей КНР, его выбрали, потому что это точно человек, который вот с этой вот красной ДНК, да, такой дитя ответственного партийного работника, сам партийный работник, и он пришел, одна из его первых речей публичных для руководящего состава Компартии, ее не публиковали какое-то время, была о том, что Компартия ни в коем случае не должна повторить судьбу КПСС. И перестройка, развал Советского Союза — это то, что товарищи китайские коммунисты должны обязательно помнить, работая над улучшением международного положения Китая, работая над реформами и так далее. Главный его страх — это чтобы в Китае не появился свой Горбачев, и чтобы КПК, Компартия Китая, не повторила судьбу своей старшей сестры КПСС. Поэтому вот все эти товарищи, которые живут на два дома и в Китае, и в Америке, и в Ванкувере, и где-то еще, и непонятно вообще, где у них лояльность, если их дети давным-давно американские граждане, вот все эти ниточки начали империализаться с точки зрения сохранения режима. Это одна часть истории. А вторая часть истории — это Америка, которая, видя рост Китая и то, что Китай превратился в сверхдержаву, которая является единственным полноценным конкурентом для Америки, Россия — это все-таки такой вот сайд-шоу, у них есть разные не очень тешащие державное самолюбие выражения про то, чем же является Россия. Можно иногда услышать, когда люди себя не сдерживают, услышать pain in the ass. Неприятно, но это то, как это воспринимается. А вот Китай — это реально серьезный, зубастый, мускулистый, умный соперник. И вот эти вот люди, которые здесь находятся, граждане, в то же время имеющие связь с Китаем, они кто? Они наши или китайские? Они чьи агенты? Они больше за кого? И Китай, и Америка ставят этих людей все больше перед выбором, что, ребята, сидеть на заборе, болтая ножками, вам не получится, вам нужно слезать либо на ту, либо на другую сторону. Это какая-то важная улица. Это улица Дойерс, на которой, собственно, эти триады и разбирались между собой, эти банды. Она такая немножечко буквой «Г». Да, вот и такая. вот если вот здесь вот повернуть и стенка до стенку сойтись, то может получиться интересно. Поэтому... Они здесь как бы дрались за влияние. Основное место стрелок было именно здесь, на Дойерс. И их было две крупнейшие синдикаты, их было несколько на самом деле, но вот две крупнейшие банды, которые принадлежали ассоциациям, которые занимались взаимопомощью, поиском работы, уходом за пожилыми, малоимущими и так далее. Естественно, не ассоциирующийся бизнес у каждой из этих ассоциаций было теневое крыло, то есть мафиозная структура, скорее так, силовое подразделение. То есть во главе стоял бизнесмен, который был уважаемый. Да, ЧВК — это хороший, вот, условно говоря, пригожинский бизнес, только убирая государство. Примерно похожая модель. Но это многие архаичные истории. И одни были летающие драконы, другие были тени чертей или там демонов, скажем так, Гуэйин. Вот они разбирались именно на этой улице достаточно долго. А какие-то времена? Это начиная с конца 19 века и весь 20 век, пока не извели здесь оргпреступность, а в общем еще аресты масштабные были в конце 80-х и даже в начале 90-х годов. Да, это одна из двух главных ассоциаций. Это Сешен, то есть общество
объединения и победы. Или объединение для победы, можно по-разному интерпретировать. Вот это вот одна из главных ассоциаций, которая здесь занималась и взаимопомощью, естественно, и крышевала разные бизнесы. И имела силовую такую. А как это выглядело? Смотри, значит, это просто как бы, компания, у которой есть разные бизнесы, да? Это что это может быть? Скорее, это ассоциация. Смотри. Окей, Вы, китайцы, которые приехали сюда, в чужую страну, не зная языка, никого не зная, до середины 60-х годов сюда в основном пускали мужчин. Чайнатаун был вообще местом, где демография очень сильно перекошена в сторону мужчин. Тут были, по-моему, 1025 мужчин и 140, что ли, женщин. Соответственно... Да-да-да. Соответственно, если вы никого не знаете, то вы начинаете пытаться встроиться в какие-то хотя бы отношения. И все вот эти ассоциации построены по принципу землячества и братства. Такие вот квази-родственные отношения, где вы там делаете какие-то ритуалы для того, чтобы мы с вами стали, по сути, братьями. Похоже на мафиозную организацию, да, где все эти вот отношения, да, брат. Соответственно, вот все эти люди приезжают сюда, и им надо каким-то образом помогать. Да. И есть ассоциации, которые занимаются помощью людям, которые... С документами, с кредитиком, с жильем. Абсолютно с верно. любыми услугами, которые нужны приехавшим А дальше, человеку. после того, как сюда начали перевозить и женщин, и можно было заводить семьи и так далее, и демография выровнялась, тут началась нормальная социальная жизнь большого этнического коллектива, которому нужно взаимодействовать с американскими властями каким-то образом. А кто-то из троюродных братьев приехал пока без документов, и его сцапали. Вот нужно пойти как-то порешать вопрос. И это все делали ассоциации взаимопомощи. Это дело все ассоциации взаимопомощи, у которых разные маленькие, да, вот у вас маленькая гильдия юристов, а вот у вас маленькая гильдия ростовщиков, а вот эти вот и вот те. Но зарабатывали они именно этим, а силовая структура нужна просто, чтобы защищать было. Общая структура — это такая политическая крыша, а силовая ее часть нужна действительно для того, чтобы защищать, бороться за территорию. Всё. Говорить: ребята, вы хорошо документы, говорят, выписываете, у вас там отношения с местным начальником участка, давайте вы под нами теперь будете. Ну вот всякие такие вещи. И, собственно, вокруг этого и происходили разные разборки до еще не так давнего времени. Это здание конкурирующего объединения, которое называется Анлян Куншан Цунхуй, то есть объединение торговли и промышленное, спокойствия и доброты. Это объединение такое же, как то, что мы видели не так давно, основанное в конце 19 века, и это та же самая ассоциация взаимопомощи, различные мини-гильдии, юристы и так далее. И ЧВК. И ЧВК. И вот они с теми, они все время бодались. Да, это две основные конкурирующие силы в Чайнатауне Манхэттена до недавнего времени. Сейчас все очень мирно и спокойно, но еще... А у этих, судя по тому, какой они дворец отбабахали, дела шли лучше. Да, дела у них шли хорошо. Они, конечно, более известная вещь. Причем эта же компания имела отделение и в других городах США, тоже в Чайнатаунах. Все похоже на настоящую мафию уже на пике своего расцвета. То есть есть легальная структура и есть подполье или теневая структура, которая и как корни питают вот это вот красивое дерево. А что там сейчас? Ну, а эти организации еще существуют? Да, организация сама, естественно, существует. Организация полностью находится в легальном прозрачном поле. Никакой мафиозной деятельностью не занимается, по крайней мере, официально. Зачем на китайских улицах столько камер? Это и борьба с преступностью, и политический контроль. Помогает с преступностью? Помогает с преступностью. Преступности в Китае вообще вот именно насильственной довольно мало. Есть воровство, но преступности в целом очень мало, потому что репрессивное государство, и люди знают, что если что, то их, в общем, могут прижать довольно жестко. Плюс, опять-таки, действует смертная казнь, поэтому в целом гулять по многим
ночным районам крупных городов довольно безопасно, и под раздачу ты не попадешь. Ну, и даже если ты девушка в откровенной одежде, понятно, что можно всегда как бы словить какую-то неудачу, но в целом это гораздо более безопасно, чем, допустим, в Нью-Йорке. Да. Тем более в Нью-Йорке. Ну, нашел чем сравнить. Ну, безопаснее, чем в Москве. Безопаснее, чем в Москве. И с одной стороны, это вот борьба с преступностью. С другой стороны, разумеется, это политический контроль. Я недавно прочитал про внешние полицейские участки Китая, которые есть за границей. То есть это буквально такие подпольные, то ли полицейские, то ли... Ну, в общем, это не совсем спецслужбы. Это вот прям буквально те, кто следят за порядком среди китайцев, но делают это на чужой территории. Такое правда есть? Такое правда есть, судя по всему. Даже здесь, где мы с тобой сидим, и в Чайна-тауне, где мы с тобой гуляли, была обнаружена такая фирма, которая занималась слежкой за китайцами в Чайна-тауне и в целом в пределах Нью-Йорка. И это одна из многих десятков организаций, которые, судя по всему, работают в примерно сотне стран. Данные неточные, но происходит то, что некоторые из провинций Китая, которые имеют очень большое количество мигрантов, постоянно оттуда уезжающих, приморские развитые провинции, из которых люди уезжают столетиями. Гуандун, Фудзянь. Полицейские управления в этих провинциях начали какое-то время назад на своих сайтах говорить, что мы создали зарубежный офис, зарубежное представительство. Не очень понятно, о чем идет речь и о какой юридической форме можно говорить, но потом выясняется по мере расследования, по крайней мере, вот, например, здесь, в Нью-Йорке, местного ФБР и нью-йоркской полиции, что действительно было управление, в котором были люди странные. Они не были официальными сотрудниками Министерства общественной безопасности Китая, то есть китайским МВД, а это были какие-то, кого китайцы пытались представить как волонтеры, общественники. Но, судя по всему, это люди, которые действительно следили за представителями диаспоры, которые оказывали какое-то давление на представителей диаспоры, кто высказывался с антипартийных, антигосударственных позиций, занимались в том числе рекрутингом для разного рода шпионажа и всячески пытались пустить корни, чтобы диаспору контролировать. И это не единичный случай, довольно много подобных случаев есть и в странах Европы, и в Австралии, и в Юго-Восточной Азии и так далее. Везде очень разная организация, и пока что явно, что очень много идет расследований, в том числе, как во всех контрразведывательных расследованиях, это как айсберг. У него есть видимая часть, а есть подводная часть, которую мы не видим. Но из всего того, что дошло до материалов судов, расследований, каких-то аффидавитов, которые здесь публикуют, это такая гибридная сеть, где есть вот такие полуволонтеры, непонятно, где там государственные деньги, но все вот эти вот заявления гордые там полицейских управлений в Фудзяне и так далее, они тоже все постизарались с сайтов, но Google все помнит. И явно такая штука действительно есть. Ну, просто смотри, у всех стран есть шпионы, как правило, они прикреплены к посольствам, но это нечто большее, и поэтому стало особенно. Смотри, шпионы, есть шпионы, которые официально регистрируются как шпионы, да, ты приезжаешь в другую страну, как, допустим, представитель СВР или представитель ЦРУ, и ты резидент здесь. Ну, то есть противоположная страна знает, что ты здесь резидент, начальник станции и так далее, то есть ты официальное лицо, ты прикомандирован. Бывает то, что при посольствах есть представительство МВД и так далее. Это тоже абсолютно нормальная практика. Да? В американском посольстве в Китае, например, есть сидящие там ФБРовцы, которым, у меня ряд знакомых американцев, которые в Китае работают, говорят, что когда к тебе подходит китайская разведка и начинает тебя прям прессовать и там, всячески оказывать на тебя давление, чтобы склонить тебя к сотрудничеству, тебя завербовать. Ты звонишь в посольство и говоришь: дорогие друзья, вы знаете, тут на меня насели китайские разведчики, просто вот уже не могу. И тебе говорят: сейчас мы вам дадим людей из ФБР местного. И ты на следующий раз идешь на встречу с этим китайским контактом, с сотрудником посольства, который является ФБРовцем. Вы приходите в кафе, китаец такой пугается, потому что он видит знакомое лицо, то говорит: я говорил много раз вашим, чтобы вы наших вот этих вот вообще не трогали. В следующий раз еще раз тронешь,
Я скажу генералу Вану, он тебя сошлет куда-нибудь в Синьцзян. Вот реальные истории. Это легальная история. Это легальная вещь, которую делают многие страны. То, что делают китайцы, это недекларируемые, непонятно, сотрудники, добровольцы или кто-то еще, которых они нигде не объявляют. То есть и главная цель — это не вербовка американцев и не столько похищение секретов, сколько именно контроль за своими. За своими, да. Это может использоваться, очевидно, разведкой, потому что понятно, что здесь многие китайцы имеют американские паспорта, многие не имеют китайских паспортов, они являются уже американцами во втором-третьем поколении, но на них можно как-то оказать давление, компроматом, может быть, через родственников и так далее. Не знаю, как это работает. Но очевидно, что эта вещь очень специфическая для Китая и довольно недавняя, по крайней мере, она недавно стала известной. Пока мы передвигались вчера по Нью-Йорку, смотря за движухой, которая происходит вокруг, ты озвучил идею, которую в идеальном мире, в идеальном представлении о России было бы классно воплотить российскому правительству. Расскажи, пожалуйста, об этой идее. Это очень простая идея. Идея о том, что всем малолетним гражданам Российской Федерации, в то время как они учатся в школе, было бы полезно съездить на классную экскурсию за рубеж. Желательно... За деньги государства. За деньги государства, конечно. Ну, то есть каждого школьника хоть раз возить за границу. Каждого школьника... Смотри, в стране, как выяснилось, оказалось довольно много денег, которые можно заплатить штурмовику за то, чтобы штурмовать какую-нибудь посадку на Донбассе и погибнуть там через 2 недели и так далее. У всех разный срок жизни, к сожалению, и это отдельная ужасная трагедия, но оказалось, что денег очень много, да, на круг, если вот человек подписывает контракт, потом год воюет, потом его убивают, и его семье выплачивают все причитающееся, получается $150 тысяч на человека. Если посчитать и умножить их на российские потери, даже только доказанные потери, это очень и очень много денег. Очевидно, деньги для вот той затеи, которую мы вчера обсуждали, в бюджете есть. Взять и чтобы каждый школьник со своим классом, ну, во-первых, съездил бы в другой регион России. Вот он живет в Якутии, поехал бы в Чечню или куда-нибудь в центральную Россию. Обязательно бы съездил в Москву и Питер. Это одна история. Вторая история — обязательно поехать за границу. Желательно в западную страну и в азиатскую страну. То есть, и причем не обязательно, чтобы это были именно США. Это может быть Польша, это может быть Франция, это может быть все, что угодно, чтобы люди посмотрели, что за пределами России живут такие же люди, не с пёсьими головами, а с 2 руками и ногами. Как здесь все это выглядит? Мне кажется, что в детстве, когда ты подростком выехал, ты очень много чего цепляешь. У тебя сформируется яркий образ того, что здесь жизнь другая, но она такая же, она нормальная, и так тоже нормально. Ну вот в Берлине, где я живу, ходят куча людей за ручки, там, геев, трансов и так далее. В каких-то районах. В каких-то районах все выглядит абсолютно так же консервативно, как выглядит в районах, не знаю, Челябинска. И вот это вот немножко схватить и поймать и на Западе, и посмотреть на там, Китай, или Японию, или Вьетнам, или Индию, мне кажется, было бы очень здорово. Звучит очень круто. Но есть еще программы по обучению элиты за рубежом на государственные деньги. Это то, чем занимались в том числе китайцы. И занялись этим прямо сразу же, когда у них закончился период бесячества и культурной революции, и вот этого всего ужаса, который они делали с собой на протяжении многих лет. И начался период прагматичных реформ во главе с Дэн Сяопином. Одно из первых его решений было отправить людей на учебу за рубеж. За госденьги. За госденьги. Он якобы лично, это апокрифическая история, что он лично утверждал имена 50 с небольшим людей, которые уехали в первый набор в 1978 году. Но дальше они стабильно отправляли до 3000 человек в год, до событий на площади Тяньаньмэнь до 1989 года. И потом, после 1992 года, этот поток еще больше расширялся за государственные деньги, плюс куча людей ехали за деньги частные. В 1978 году якобы Дэн Сяопин консультировался с 2 нобелевскими лауреатами китайского происхождения по физике 1957 года. Я плохо разбираюсь в физике, поэтому не смогу объяснить суть их научного открытия. Но 2 китайца американского происхождения, получившие Нобелевку, их консультировали и сказали, что вы делаете?
все же уедут. Ни в коем случае вот этого делать не надо, все уедут. И Дэн сказал, что, ну, если 5% останутся, ничего страшного, ну и вообще, наступит время, когда они потом вернутся. И где-то до середины 2000-х возвращались меньше 30%. Большая часть людей уезжала, и не было никаких инструментов, чтобы их удержать. То есть не брали в заложники семьи и так далее. Люди просто уезжали и оставались там. А вот примерно с середины 2000-х, когда начался бурный экономический рост Китая, в 2001 году Китай вступает в Всемирную торговую организацию, и дальше это просто такая геометрическая прогрессия экспоненциального экономического роста. Куча этих людей начали возвращаться назад в Китай. И из патриотических чувств, и потому что было больше возможностей. Китай сделал еще очень умную программу, которая отыскивала этих людей и говорила: слушайте, вы тогда уехали, да, отлично, что вы сделали карьеру, вот у вас лаборатория, но хватает ли вам денег? Вообще, может быть, вы могли бы делать что-то более амбициозное? Может быть, у вас есть какой-то стеклянный потолок, потому что вы китайцы, вас никогда не пустят в настоящие большие дела. Возвращайтесь, допустим, в университет Цинхуа, или в Пекинский, или в Джидзянский, или куда-нибудь еще. Мы вам даем очень много денег. Мы вам даем возможность набирать свою команду. Мы вам даем возможность любой бюджет, просто защитите свой проект и делайте любые исследования. И исследования, которые проводили сами американцы, показывали, что продуктивность тех китайских ученых, которые уехали обратно в Китай, их публикации в вот первом квартале, да, самой высшей когорте научных журналов, самых цитируемых и так далее, самых лучших, таких как там Science, Nature, она выше, чем у тех китайцев, которые остались в Америке. То есть это очень умно настроенная программа по воспитанию элиты. И китайцы оказались готовы терять своих лучших студентов на протяжении почти 20 лет, до того момента, когда они вдруг поняли, что надо возвращаться. И сейчас поток... Это сложно как раз сейчас, да, из-за того, о чем мы говорили. Есть соображение того, что в Китае будет все равно лучше, потому что нужны свои ученые, свои инженеры, свои теоретические физики и так далее. А есть люди, которые думают, там все больше и больше диктаторский режим, поэтому детей мы там растить не хотим, останемся мы, пожалуй, в Америке. Есть ли понимание, сколько в Нью-Йорке китайцев? Потому что я наткнулся на цифру 1 миллион человек, но она кажется неправдоподобной. Мне кажется, 1 миллион человек тоже неправдоподобно. Может быть, китайцы. Ну вот, допустим, здесь, в Чайна-тауне, вот в ядре, живет около 50 тысяч, из которых там 65% это китайцы. Чайна-таун во Флашинге больше. Там вот общая масса где-то 200 тысяч. То есть я думаю, что если все соединить, под 1 миллион не получится, но люди в смешанных браках, потомки и так далее, да, то, что здесь называется of Chinese origin, пожалуй, что на 1 миллион, может быть, и потянут. Многие китайские машины выглядят как копии, доработанные копии главных автомобильных брендов европейских и американских. Так можно было? Как казалось, так можно было. Смотри, как устроено китайское экономическое чудо в целом. В 70-80-е годы, когда они решили, что окей, мы начнем строить капитализм, разрешим частную инициативу, потому что, как сказал Дэн Сяопин, неважно, кошка белая или черная, главное, чтобы ловила мышей. Давайте отложим в сторону вот все эти дискуссии капитализм, социализм, это все ерунда. Практика — главный критерий истины. Вот что работает, то и подходит. И отлично. У нас задача какая? У нас задача после этой ужасной культурной революции накормить миллионы голодных ртов, дать людям какую-то идею светлого будущего, что надо вкалывать. И начал развиваться такой капитализм при контроле государства над ключевыми секторами, там, типа банки, ВПК, связь и что-то еще. И, естественно, поскольку цена рабочих рук в странах типа Японии, Южной Кореи сильно выросла, то же самое случилось в Америке, началась еще одна волна глобализации. Оказалось, что гигантская миллиардная страна имеет сотни миллионов дешевых рабочих рук, очень дисциплинированных, в том числе у них все очень хорошо генетически с мелкой моторикой, потому что все эти операции по рисоводству, они такие требуют внимания и мелкой моторики, все эти кусточки высаживать и так далее. Куча того, что развивает и мозг, и пальчики, как у пианистов.
И они готовы работать за совершенно низкие деньги ради того, чтобы отложить что-то на образование детям и перспективы будущего для них. Туда начали выводить всякие грязные производства. И идея была в том, что сегодня это рынок с самыми дешевыми в мире дисциплинированными голубыми воротничками, где нет профсоюзов толком, где можно абсолютно плевать на любые экологические законодательства, потому что партия на это закроет глаза, лишь бы вы туда переносили производство. И дальше потом эти же люди, когда разбогатеют, смогут эти же машины покупать, когда вырастет богатство. В чем интерес того, как китайцы решили эту проблему? Они стали говорить: окей, вот вы уже разместили производственную площадку, пустили корни, видите, как это выгодно, заработали кучу денег. Ну, а теперь, ребята, чтобы сохранить ее или расширяться, давайте вы нас пустите в долю и будете потихонечку локализовывать технологию. То есть у них довольно быстро появилась промышленная политика. И они обменивали огромные прибыли, которые западные компании, в том числе автоконцерны, зарабатывали, на обучение, передачу технологий и контроль. И через какое-то время, как ни странно, китайские автоконцерны начали технологии, которые они легально получили, использовать, ну и нелегально тоже, потому что, конечно же, если это работают люди на конвейере, условно говоря, Audi, а потом вы еще их переманили к себе на какой-нибудь автозавод, вы можете начать производить автомобили, похожие на Audi. Плюс у них начали возвращаться на топовые позиции. Там один из министров машиностроения был как раз бывшим инженером Audi, крупным светотехником. То есть масса вот таких вот историй, которые сначала слепили из того, что было, неких клонов, а параллельно, пока немецкий автопром, по крайней мере, упивался бесконечно растущим рынком автомобилей на двигателе внутреннего сгорания, китайцы очень много вложились в электромобили и получили BYD, которые лучше, чем все то, что немецкий автопром с точки зрения электрики может произвести. И они, да, они более конкурентоспособны по цене отчасти за счет государственных субсидий, но отчасти потому, что они просто лучше, это признают даже все мои немецкие знакомые, которые работают в немецком же автопроме. То есть экономическое чудо — это не только и не столько огромное количество очень дешевого, не буду использовать слово рабского, но очень дешевого и доступного труда, но и реально менеджерские решения. Экономическое чудо — это сочетание дешевого рабочего ресурса. Но дешевый рабочий ресурс есть много где. Да. Он есть и в Индии, он есть и в Индонезии и так далее. Этот дешевый рабочий ресурс в определенных исторических и политических условиях, тогда, когда рабочая сила в Японии, в Сингапуре, в Южной Корее, в Америке стала дорогой, а там она была еще дешевой. И партия, которая была его готова организовать, привлечь иностранных инвесторов, и дальше у нее уже был план, как с низкой добавленной стоимости двигаться вверх по высокой цепочке добавленной стоимости. Отчасти и отжимая технологии у иностранцев, и воруя технологии у иностранцев, что греха таить, промышленный шпионаж, вот это все. И одновременно закачивая деньги в науку и в собственные инновации. И отправляя людей учиться за рубеж, и возвращая их, и давая максимальное количество денег своих ученым. Вот в конце концов получилось экономическое чудо. Ну и главное, что это все происходило на рыночных началах. То есть у тебя государство оставило за собой контрольные высоты в стратегических секторах и разрешило частному бизнесу зарабатывать так, как он может и умеет. А китайцы очень предприимчивый народ. Вот здесь, в Чайнатауне, мы с тобой видели, сколько они всего понаоткрывали. Да, вот они куда-то приезжают, они не пропадают, они не растворяются, они занимаются каким-то бизнесом. Прачечная, лавчонка тут, лавчонка там, так, и глядишь, уже маленькая империя. В Китае правда нет пенсий? В Китае есть пенсии. В Китае пенсии, которые охватывают большую часть населения, просто в Китае эти пенсии начали развиваться очень поздно. Где-то с начала 2000-х началось какое-то движение по массовому охвату пенсий абсолютно всех работающих. Раньше, с 50-х годов, как только коммунисты пришли к власти в 49-м, создали госпредприятия, пенсии получали только сотрудники
госпредприятий и партийные работники. Значит, сейчас пенсионная система охватывает всех, но вот эта вот маленькая государственная часть, которая обязательное страхование, там мужчины выходят на пенсию в 60, женщины голубые воротнички в 50, белые воротнички, то есть там офисные служащие и так далее, 55. И для этого ты должен как минимум 15 лет проработать, то есть у тебя должен быть трудовой стаж. Вот эта вот пенсия в среднем, опять же, она тоже разнится от региона к региону, $25 всего в месяц. И дальше на нее уже накручивается то, что работодатель вносит, да, и это там процентов 20 от твоей зарплаты. Дальше это уже привязано к зарплате. Плюс есть теперь добровольное пенсионное страхование, которое ты либо делаешь, либо нет. И это вот самая недоразвитая часть. Но они очень сильно работают над тем, чтобы пенсионный рынок развить. Почему? Потому что если раньше, еще 20 лет назад, количество людей старше 60 было примерно 10%, то уже в 2025 году это будет четверть населения. И старение населения происходит очень быстро. Это из-за той формулы одного ребенка? Это из-за политики одного ребенка раз. И это из-за того, что китайское демографическое поведение становится таким же, как демографическое поведение в экономиках да, с большим доходом. Мало рожают, женщины получают образование, женщины делают карьеру, женщин вообще в китайском обществе меньше, да, там есть такой навес мужчин, кажется, миллионов на 30, по крайней мере, мужчин больше, чем женщин. И, соответственно, у тебя женщины могут выбирать, женщины эмансипировались, и женщины выходят замуж и рожают гораздо позже. Поэтому детей мало. И где-то к 50-му году на одного пенсионера будет всего 2 работающих. Это очень мало. То есть еще недавно было 10 работающих на одного пенсионера. Это все очень сильно меняется, и, конечно, здесь китайское государство пытается усиливать эти пенсионные системы, чтобы поскорее люди не копили все и не держали все под матрасом, да, там доля накоплений в ВВП совершенно астрономическая, где-то треть ВВП — это накопление, в то время как там в Штатах 7%. Потому что здесь дешевый кредит, тут ты, в общем, не так, чтобы должен копить, ты можешь много чего тратить. И за счет этого экономический мотор крутится. В Китае как раз главная проблема, как нарастить внутреннее потребление, как убедить население, что, ребята, тратьте, мы все производим в Китае, мы все тратим в Китае, вам не нужно прижимисто жить и копить себе на пенсию. Ну и вот ровно потому, что пенсия очень маленькая, она только недавно начала охватывать большое количество населения, люди живут прижимисто, рассчитывая на свои сбережения, ну и на то, что там дети будут как-то в старости помогать. Есть ли в Китае, в самом Китае, проституция? Конечно же есть. Как-то огромное... Вдруг это прям супер запрещенная история, и коммунизм не позволяет? Ну да, я позволяю себе наивные вопросы, но почему? Формально, конечно же... Давай по-другому. В Советском Союзе проституция была... Она была, разумеется, но она была труднодоступна, насколько я знаю. Я не жил в Советском Союзе, я родился в Советском Союзе, но не жил в Советском Союзе. Для меня просто многие вещи, они как бы в моем представлении, возможно, ошибочные, похожи. Ну, типа, некоторые там уровень свобод и нормы в Советском Союзе и в Китае. Большое отличие Советского Союза от Китая в том, что и там у руля коммунистическая партия, но в Китае капитализм с огромным влиянием государства, с контролем государства над ключевыми секторами экономики, но тем не менее это капиталистическая рыночная экономика, где частная инициатива, предпринимательство и прочее обеспечивают рост и экономики, и государственной мощи. Это то, что Китай поощряет. Поэтому там, где есть спрос, а в Китае с его демографическим перекосом, где женщин меньше, чем мужчин, мужчин много, есть традиционное восприятие того, что полигамия, многоженство и так далее, это нормально, спрос на проституцию есть и огромный. И рынок его так или иначе удовлетворяет. При Си Цзиньпине гайки стали закручивать. Это стало менее доступно, с этим стали как-то формально бороться и так далее. Но, естественно, искоренить это явление там, где есть рынок и там, где есть спрос, абсолютно невозможно. Полигамия в норме в Китае? Полигамия не в норме, полигамия запрещена официально, но традиционно она, конечно же, была разрешена, было можно иметь сколько угодно жен, не было ограничения, как в исламе. Много литературных произведений, кино и так далее, связанных с тем, что вот есть официальные жены, есть наложницы.
И начиная от императора и заканчивая людьми, которые могли себе это позволить, жен было всегда много. Сейчас официально многоженство запрещено, очень жестко, но на самом деле, конечно же, полигамия процветает, причем именно среди начальства. Это вещь, которая сейчас опять-таки борется при Си Цзиньпине, как-то вот начинают давить на это. Но еще не так давно было совершенно нормально встречаться с каким-то китайским чиновником, который приводит и говорит, а вот это вот моя вторая или третья, и это абсолютно нормально и социально воспринимается как, ну, окей. А Си, он при этом, ну, Си, что известно про семью Си? Он живет одной семьей или как? Все, что понятно, что его семья, его частная жизнь — это ситуация гораздо более закрытая, чем даже личная жизнь Владимира Владимировича Путина. Серьезно? Серьезно. Но подожди, но мы же знаем, что дочка Си то ли учится, то ли училась в Гарварде. Совершенно верно. Мы знаем, что она училась в Гарварде, мы знаем, что она есть, мы знаем, как ее зовут. Мы знаем, что Си Цзиньпин женат вторым браком на певице Пэн Ли Юань. Она генерал-майор Народно-освободительной армии Китая. Она солистка ансамбля краснознаменного Народно-освободительной армии Китая. Она уже не выступает, но она одна из таких вот, ну, с Аллой Пугачевой ее сложно сравнить, но если бы Алла Пугачева пела в ансамбле Александрова, вот можно было бы сравнить. Мы, скорее всего, предполагаем, что он хороший семьянин, потому что нет никаких свидетельств того, что есть какая-то параллельная семья, дети и прочее. И банк, переоформленный на какой-нибудь дом. Да, но, опять-таки, про его личную жизнь мы знаем гораздо меньше, чем мы знаем про личную жизнь Владимира Путина, потому что такого же уровня расследовательской журналистики, как была в России, такого же уровня общения людей из элиты с людьми типа популярного видеоблогера Юрия Дудя или ученого Александра Габуева или любых других людей, где очень много циркулирует слухов, люди общаются друг с другом и так далее, как было до 22 года в России, тем не менее. Этого в Китае нет. И при Си Цзиньпине гайки все больше и больше и больше закручиваются. То есть некому расследовать это? Некому расследовать это. За то, что ты будешь об этом болтать, большие кары. Поэтому люди стараются молчать. Ну, это вообще табуированная тема. Но даже более невинные темы типа коррупции и так далее на вот высшем уровне, тема, которую очень сложно расследовать и доказать. Был один эпизод в 2012 году, когда Си Цзиньпин только должен был прийти к власти. В агентстве Bloomberg выкатили большое расследование о коррупции в его семье. Его старшая сестра, которая тоже была дочкой его отца, он руководитель во втором поколении, папа его был вице-премьером, был видным коммунистическим начальником, одним из сооснователей КНР, пусть и не фигуры такого же масштаба, как Дэн Сяопин или Мао Цзэдун. Вот она занималась бизнесом, ее муж занимался бизнесом, и у них на круг было состояние примерно $500 миллионов в 2012 году. Так. Ну, $500 миллионов для России это смешно. Если... И они бизнесом зарабатывали. Они бизнесом зарабатывали, но бизнесом, скорее всего, построенным на связях. Окей. Да, их папы, не Си Цзиньпина. Судя по всему, в семье было разделение, что сестра про бизнес и про деньги, Си Цзиньпин про карьеру чиновников. Ничего, что можно было бы вот четко прямо привязать к Си Цзиньпину и сказать, что это его кошелек с большой долей вероятности, пока такого не всплыло. То есть он, скорее всего, ну, довольно прозрачный человек, ну, насколько это возможно в китайской системе. Понятно, что он участвовал в каких-то схемах, где деньги брали люди выше его по должности. Например, он был начальником в городе Фучжоу, напротив Тайваня, где был гигантский коррупционный скандал в середине 90-х, в котором явно были замешаны очень большие люди из Пекина. Вот он никого не сдал в ходе внутрипартийного расследования, ни на кого не дал показаний. И за это во многом, как считается, его и продвинули в политбюро и дальше сделали начальником, потому что он показал себя человеком, который прикрывает партийное начальство. Но партийное начальство сильно просчиталось с его оценкой. Портовый город, серые схемы, 90-е, никого не сдал, ушел на повышение. Мне так это что-то напоминает. Напоминает.
Но ничего, что можно было бы вот четко проследить и привязать Си Цзиньпину как его личную коррупцию и так далее, пока не всплыло. Когда китайские спортсмены выезжают за границу, с ними есть сотрудники КГБ? Когда китайские спортсмены выезжают за границу, с ними, безусловно, есть сотрудники Министерства госбезопасности, но это для того, чтобы, не дай бог, не отравили, не завербовали на аморалке, то есть вот что-то такое, как контроль за сборной. Не чтобы не сбежали. Не чтобы не сбежали. Такое сбегания не было на моей памяти никогда, но я могу ошибаться. Ну и в этом со нет- студентами точно никто не ездит. студентами? Со студентами, когда ездит кто-то на учебу, это ездит кто-то из детей партийного начальства под выдуманным именем. И люди, которые ездят с ним или с ней, это телохранители, по сути, которые замаскированы под однокурсников. То есть, например, дочка Си Цзиньпина Си Минзе училась, она моя ровесница, она училась в Гарварде под вымышленным именем, и точно с ней приехали телохранители и телохранительницы, которые маскировались под ее однокурсниками, тоже учились в Гарварде. А ее ровесники были бодигардами? Ну, или молодо выглядящие, специально подобранные сотрудники китайских спецслужб, Ого. которые второгодник я и мастер боевых искусств. Чье это заведение? Это заведение Хуэйцзу, то есть это этнические китайцы, которые исповедуют ислам. Они живут в провинции Ганьсу в основном. Вот это называется ланчжоуская лапша. Лапша той этнической группы, которая этнические китайцы, исповедуют ислам, говорят на китайском. Не уйгуры. Не уйгуры. Уйгуры — это тюркский Уйгуры народ. это тюркский народ, говорящий на своем отдельном совершенно языке. Эти говорят по-китайски. Но основная часть вот таких вот лапшичных, которые как раз мусульманские, их держат не синьцзянцы, не уйгуры, а держат в основном ланчжоусы. И там, в их провинции, есть мечети, все как в любой другом Там в провинции мусульманской есть территории. мечети. Мечети есть много где в Китае, где компактно проживают хуэй, уйгуры в меньшей степени. Но в последние лет 7 идет очень активная кампания по китаизации мечетей. То есть если традиционные мечети построены, как, в общем, мечети во многих других странах, да, с такими полукуполами, с полумесяцами, с арабской вязью, то сейчас эти мечети сносятся или реконструируются в собянинском таком духе. И на их месте строятся новые мечети, где, конечно, гораздо более китайская архитектура. Например, убрана арабская вязь, да, китайская каллиграфия, все вот эти вот минареты похожи на пагоды, а не на традиционные минареты и так далее. И купола убираются для того, чтобы максимально китаизировать и ислам в том числе. Китайская баптистская церковь. Давай тем, кто не в курсе, кто китайцы по религии? Китайцы по религии прагматики. В Китае традиционно существовало разные очень представления о потустороннем, загробной жизни и прочее. Были разные народные магические верования, которые, условно говоря, объединяются в даосизм. На самом деле это целый огромный конгломерат разных верований и религий, которые основаны на представлениях о магической силе, ци, инь-ян и так далее, энергии. Масса вещей, которые периодически оформляются в какой-то культ с там, верховным божеством и прочее, периодически очень такие вот разные и трудно уловимые. Ну, такое азиатское язычество. Да, язычество — хорошая метафора. Есть буддизм, который начал проникать в начале нашей эры активно. Были императоры-ревнители буддизма, которые пытались это сделать государственной религией. Буддизма довольно много. Есть конфуцианство, которое не является религией, но у нее тоже есть свои религиозные представления о там... Это скорее философское учение. Это скорее философское гражданское учение, но в него тоже встроена некая религиозная компонента, которая объясняет культ императора, как сына неба. И вот в этом вот котле, где у тебя есть конфуцианство как гражданское религиозное учение, даосизм, целый огромный языческий магический пласт, и буддизм, называется религиозный синкретизм. Да? У тебя один и тот же человек в разные моменты и в разных ситуациях, например, я чиновник средней руки. На службе я конфуцианец. В
Всякие обряды жизненного цикла, какие-нибудь там похороны, рождение и прочее, я скорее буддист. А вот в своей частной жизни я немножко даос, потому что занимаюсь каким-нибудь вареньем отваров, которые мне продлят жизнь, увеличат потенцию, что-нибудь такое вот. Вот это эклектика. Да, это очень эклектичная вещь. При этом там тоже проникали в чистом виде и западные религии, включая христианство. С 19 века огромный наплыв миссионеров и огромное количество людей, которые это христианство принимали прежде всего в крупных городах, но не только. И разные местные формы христианских или околохристианских культов, типа там Тайпинского восстания и так далее, которые были основаны на христианском учении. В том числе методисты в Китае были очень сильно распространены. До сих пор в Китае есть и католичество, и протестантизм, но, естественно, с 1949 года все это находится под все более плотным контролем Компартии. Например, если ты работаешь буддийским монахом в монастыре, ты не можешь быть монахом и официально заниматься этой работой без того, чтобы пройти государственную аккредитацию и государственное образование, в которое входят, естественно, курсы марксизма-ленинизма, научного атеизма и всего чего угодно. То есть все это должно подвергаться очень плотному контролю со стороны партии, которая смотрит, чтобы религия ни в коем случае не представляла собой девиации от официального курса. То есть можно быть христианином, но при этом сами святые отцы должны пройти определенный курс марксистской науки. Но они просто прошли курс. Это не значит, что они обязательно КГБшник в рясе. Нет, они не обязательно КГБшники в рясе. Хотя, естественно, опека Министерства госбезопасности довольно плотная, и можно и пообщаться со священником, и некоторые из них завербованные агенты. И, естественно, если что-то на исповеди они услышат, что идет вразрез с курсом партии и правительства, риск того, что они донесут, очень большой. Тачка с номерами Тринидад и Тобаго. Машина, которая проехала, там и водитель, и пассажир, и водитель еле из тарелок пока ехали. Время обеда. Вот еда — это главная религия, конечно. Давай расскажем про уйгуров в Китае. Что с ними происходит? Уйгуры — это национальное меньшинство, которое компактно живет на самом западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Это такая провинция. Их там 11 миллионов из 26 миллионов, которые живут всего в этом регионе, то есть меньше половины. И они довольно давно боролись за свою независимость или, по крайней мере, сильную культурную автономию. Периодически некоторые радикальные объединения принимают совершенно террористические методы борьбы. Например, поскольку они с трудом могут достать огнестрельное оружие, вот они приезжали в середине 2000-х на вокзалы провинции Юнань с ножами-топорами и ходили, резали китайцев. Не силовиков, а просто... Не силовиков, а просто китайцев. Вот чисто террористические методы борьбы. Потом были крупные погромы антикитайские в Урумчи, в столице Синьцзян-Уйгурского автономного района в 2009 году. И после этого, с 2016 года, тогдашний местный партийный начальник Чен Цюаньго начал закручивать гайки и создавать отдельные лагеря для трудового перевоспитания уйгуров. Мы не так много знаем о том, как это работает. Мы знаем, что всех подозрительных, условно говоря, людей, по максимальным оценкам около 1 миллиона из 11 миллионов через эти лагеря прогнали. И это такая вот система индоктринации, коммунистической пропаганды, промывания мозгов и ограничения свободы, чтобы люди через какое-то время вышли и максимально забыли о каких-либо идеях самостоятельности и даже культурной автономии. То есть они не сидят там 15 лет, как в ГУЛАГе, а это какая-то тюремная ограниченная перевоспитательная работа в условиях тюрьмы? Мы до конца не знаем, как это работает. Да, про это очень такая отрывочная информация. Очевидно, что какие-то люди там проводят больше времени, какие-то люди им
промывают мозги, и через какое-то время говорят, все, человек дозрел до кондиции, он уже дееспособный член общества, мы его выпускаем, но при этом вот Синьцзян как раз тот регион, где максимальное количество и камер, и полицейских, и блокпостов, и ограничений на то, какого размера у тебя кухонный нож и прочие. Такие ограничения? Да. То есть там вот максимально сложно купить даже какие-то крупные... Все, что может стать оружием. Все, что может стать холодным оружием. Это преследование за взгляды, ну, за сепаратизм или за веру? Уйгуры-мусульмане? Это не преследование за веру. В Китае есть еще мусульмане, например, хуэйцы. Это этнические китайцы, которые являются мусульманами по вероисповеданию. Они живут рядом в соседнем регионе и приняли ислам еще в Средневековье, когда работал Великий Шелковый путь. Но очевидно, что идет накат и на ислам тоже, как и на многие другие религии. Например, мечети переделываются. Здесь накат идет именно на вот уйгурскую идентичность как отдельную нацию, которая может иметь свое отдельное государство. Потому что они смотрят через границу, видят какой-нибудь Казахстан и говорят, а почему не может быть Уйгуристана? Или Туркестана Восточного. Насколько китайская полицейская репрессивная машина может отследить людей, которые говорят, слушайте, я уйгур, я лояльный китаец, но не надо мне вот говорить, что я какой-то другой. Я вот хочу говорить на своем языке, чтить своих предков, чтить свои культурные традиции. Да? Насколько здесь китайская репрессивная машина может быть тонкой и отделять радикалов от нерадикалов. У меня большие сомнения. Я думаю, что всех под одну гребенку очень жестко. 1 миллион человек, если это правда. Из 11 миллионов это очень много. В обществе китайском эта тема как-то обсуждается? Понятно, что публично, видимо, нет. А могут там 2 китайца, например, молодых или не очень молодых, сидеть на лавочке в городском парке где-нибудь в Шанхае и обсуждать это? Могут. Эта тема очень сильно не в фокусе общественного внимания. В фокусе общественного внимания отношения с США, благосостояние, перспективы рынка труда и так далее. Это то, о чем говорят больше гораздо, чем о диссидентах и об этнических меньшинствах. Среди моих знакомых, в последнее время со всеми сложно обсуждать чувствительные темы, но вот еще несколько лет назад, когда все это начиналось, в 2016 году, часть знакомых была шокирована, резко против, говорит, господи, насколько же ужасный у нас режим. Часть такая, а так им и надо. Это вообще потенциальные террористы, поэтому ничего страшного, можно и пожестче. Похоже на отношение к Чечне в 90-е. Абсолютно. И в 90-е, и сейчас. Куда пропал или пропадал Джек Ма? Джек Ма неделю назад объявился снова в родном Ханчжоу. Он периодически появляется, но теперь очень редко. С Джеком Ма очень интересная история. Это самый известный китайский предприниматель, бывший учитель английского, сделавший гигантскую империю, в которой есть торговая площадка, да, Taobao, продающая всякие разные вещи. И на эту площадку, которая является просто онлайн-маркетом, он навесил массу сервисов. И сервис, который осуществляет расчеты на этой площадке, Alipay. И сервис, который в Alipay предоставляет кредиты или является таким вот сводником между человеком, который хочет взять кредит, и каким-нибудь сельским банчком где-нибудь, который их дает без обеспечения. И логистическая компания, и облачное программирование, и масса чего еще. И вот это такой гигантский конгломерат, который Маюню, Джеку Ма, позволил стать самым богатым человеком Китая. И в какой-то момент он хотел вывести свое финансовое подразделение, вот это вот Ant Financial, на IPO, на шанхайской гонконгской бирже. Продать акции на 37 примерно миллиардов долларов. Многие регуляторы китайские финансового рынка на эту затею смотрели скептично, потому что он тем самым раздувал взятие необеспеченных ничем кредитов, что грозило бы пузырем внутри экономики. И они говорили, давайте мы это все-таки как-то отрегулируем, потому что предприимчивые китайские технологические товарищи, такие как Джек Ма,
придумывают продукты, которые мы пока что не регулируем, и они создают системные риски для экономики. Могут надуться пузыри там, где мы еще их не увидели. Мы пока еще не придумываем, куда поднести иголку. Джек Ма выступал на самом известном финансовом форуме в Китае, в Шанхае, такой форум Бунт, Вайтхань. Как выступал бы вот в Питере на питерском форуме. Да? И он сказал, что вот этот менталитет ломбардщиков, вот этих вот заскорузлых регуляторов, которые не понимают гениальный финтех, вот он-то как раз Китаю мешает. Еще вернул цитату из Си Цзиньпина, чтобы это дело подкрепить. Регуляторы положили все это на, судя по всему, полстранички. Мы это знаем немножко из утечек в западную прессу, принесли Си Цзиньпину. IPO тут же отменили. Против компании Джека Ма началось расследование. Сам он ушел в отставку, передал бразды правления своему менеджменту и исчез. Он иногда появляется. Он вот вроде бы как сейчас полгода жил в Японии. Периодически он там раз в год, раз в полгода появляется, значит, то в школе, которую он основал, то общается с представителями Алибабы и так далее, то пишет какое-то письмо, ну, его физически видят, там, опять-таки, раз в полгода. Но потом он снова уходит в тень, ничего о нем не слышно. Я думаю, что эта история не только про него, а история про борьбу партии и товарища Си Цзиньпина и с олигархами, как с классом. Это такое не совсем дело Ходорковского, да, никого не посадили. Мне пока. кажется, слово «олигарх» применимо к Джеку Ма? Конечно. А почему нет? Ну, то есть он влияет на власть? А вот тут вот интересный вопрос. Ты контролируешь платформу, на которой совершаются миллионы сделок, от которой зависят миллионы людей и частных бизнесов. Илон Маск тогда тоже олигарх? Илон Маск, конечно, олигарх. Ну, он-то точно влияет на власть. Ну да, так. Вот. Борьба с олигархами. И вот эти вот товарищи, да, и олигархи сами по себе, потому что, ну, а вот что они хотят для своих детей? Они хотят вообще, чтобы партия всем рулила? Или они хотят сами прорулить? Плюс появляются вот эти вот технологические новые вещи, которые Си Цзиньпин не очень понимает. Любой регулятор, да, все время находится на шаг позади умного предпринимателя. Особенно в сфере технологий, которые развиваются так, что понять это очень сложно. Но даже финтех, да, тот же самый. Кризис 2008 года. Отличники Гарвардской бизнес-школы идут в Goldman Sachs и JP Morgan и придумывают всякие сложные продукты, а хорошисты идут в комиссию по ценным бумагам и пытаются это регулировать. Да? Отличники все время на шаг впереди, они забрали бонус и уехали на Кайманы, выйдя на пенсию в 40. В технологической сфере это все еще происходит гораздо больше. И вот этот вот гэп между регулятором и инноватором, наверное, еще больше, чем в финансах. Вот Си Цзиньпин очень боялся именно этого. И ровно поэтому такая показательная порка Джека Ма очень даже помогла ему консолидировать контроль партии над этим сектором. Другой вопрос, что вместе с водой они, скорее всего, выплеснули ребенка. Потому что если самый успешный предприниматель так наказан, то зачем же вообще заниматься инновациями, предпринимательством и так далее? Возможно, лучше тихонечко деньги забирать и аккуратно отчаливать куда-нибудь в Ванкувер, чем многие заняты. Где сейчас Шуай Пен? Теннисистка, экс-первая ракетка мира в парном разряде. Она в какой-то момент объявила, написала в Weibo, кажется, о том, что к ней домогался бывший вице-президент Китая. Бывший вице-премьер. Вице-премьер Китая, там, принуждение к сексу звучала фраза. И после этого она пропала отовсюду. Где она сейчас? Мы не знаем. Она появлялась несколько раз после этого. Было видео, очевидно, где она сидит со своим тренером, записанное в ресторане, где они говорят, вот сегодня мы сидим условно 7 декабря в ресторане и так далее. Сейчас там, то есть они, очевидно, дают привязку ко времени, чтобы показать людям, что это видео записано после скандала, что она еще не где-то в лагерях, что она жива и с ней все хорошо. Но это настолько было вымучено и настолько постановочно, что всем сразу было понятно, что она так
подмигивала, ну, не подмигивала, а то, что ее взяли в заложники, и очевидно, что это видео записано для того, чтобы показать, что с ней все в порядке, все хорошо. Она с тех пор пару раз еще мелькала на каких-то мероприятиях, но без возможности журналистов к ней подойти и задать какие-либо вопросы. Поэтому, скорее всего, с ней физически все в порядке, но она не может общаться и не может рассказывать о и той истории, и то, что с ней происходит с тех пор. Эта история, хоть она кажется локальной, но она на самом деле, вот лично мне, человеку, который продолжает следить за спортом, не в том режиме, как раньше, но все равно, она показала мощь Китая в каких-то конкретных вещах, потому что WTA Tour, это женская теннисная ассоциация, они очень, ну, они прям вступились за нее и сказали, что если вы не проведете, если, во-первых, вы не докажете, что с ней физически все в порядке, и если вы не проведете независимое расследование того, что произошло, турниры женского тенниса мирового не вернутся в Китай. А их очень много было. И они несколько лет не играли в Китае. Но потом они вернулись просто потому, что без китайских денег женскому теннису было очень плохо, больно, убытки были колоссальными. И тот же самый человек, который сначала вступился за нее, он сказал, что мы должны поменять стратегию. К сожалению, тот формат, который мы выбрали, не позволяет добиться ни истины, ничего, и мы должны вернуться в Китай. И они вернулись в Китай. Теннис не единственный пример. Вспомни баскетбол, NBA. Баскетбол в Китае очень популярен. Благодаря Яо Мину. Благодаря Яо Мину, совершенно верно. В Китае на любом кампусе ты увидишь... Вот футбол популярен, потому что его любит Си Цзиньпин, но футбол пока получается прямо плохо. А вот баскетбол тоже очень популярен, как раз благодаря Яо Мину. И NBA транслировали очень много где. И после того, как ряд игроков американских высказались в поддержку уйгуров, сказали, что мы не можем иметь дело с страной, которая так репрессирует какие-то нас меньшинства и так далее, они сказали, что они не будут... И там было еще давление на те компании, которые производили что-то, отшивались в Синьцзяне, да, там понятно, что много текстильного производства. И когда началось вот это вот давление на Китай с тем, что скажите миру правду о репрессиях в Синьцзяне и так далее, китайцы сказали, знаете, мы просто отключим трансляции NBA, вы ничего не будете получать с нашего рынка. И тут же лига, довольно скоро поменяла свою позицию, и как бы все вернулось на круги своя. Это грустно. Это очень грустно, но это сила доллара или юаня, который... китайцы активно применяют, и они в этом довольно расчетливые, методичные и безжалостные. Мы проходили мимо, ты показал любимый формат еды. Мы это на телефон сняли. Когда ты набираешь себе, это превращает в суп все, что хочешь. Там просто музыка громко играла, поэтому мы не могли снимать. Ты заговорил с парнем-официантом на китайском. Да. И я услышал, я не знаю, услышал ты или нет, он сказал «Вау». Это у китайцев вызывает удивление, когда европейцы говорят на китайском? Да, китайцы считают, что их язык очень сложный, непостижимый, и поэтому если иностранец хотя бы что-то говорит, а еще и с правильными тонами и с нормальным произношением, это вызывает вау-эффект, в отличие от... понятно, что образованные люди, которые понимают, что, да, знать иностранные языки нормально, сами знают хорошо иностранные языки, они уже оценивают твой китайский по тому, насколько ты на сложные темы можешь общаться, насколько ты можешь вернуть какие-нибудь средневековые изречения или цитату из философского трактата, из того же Конфуция, и не из ВКонтакте. Но... Мы шутили за кадром, что Конфуция очень много ВКонтакте. Но основная масса китайцев, с которыми всем приходится сталкиваться, то есть буквально фраза «нихао», произнесенная с правильными тонами, вызывает формальный вау-эффект. Но посмотришь, что он сказал прям «вау». По поводу Конфуции ВКонтакте, а ему принадлежит фраза «выбери работу по душе, и тогда тебе не придется работать ни одного дня своей жизни»? Нет. Нет? Нет. А ВКонтакте писали, что это Конфуций. ВКонтакте много чего пишут. А реально нет? Надеюсь, что когда я публично рассказывал это и говорил, что в Конфуции, надеюсь, я говорил, что, возможно, это не он. Надпись «Макдональдс» тоже на китайском. Это просто потому, что Чайнатаун. Да, это Чайнатаун, это абсолютно нормальная история все дублировать, да, Майдан Лао, то, что звучит как Макдональдс, похоже. Как Макдональдс по-китайски? Майдан Лао.
Очень похоже. Похоже. Достаточно похоже. А Москва, знаешь, как будет? Как? Москва. А Россия? Оросы. О, слушай, ну это прям... Ну, что-то звучит похоже. Что-то совсем не похоже, потому что оно, например, полнозвучие. Например, Америка будет Мэйго, красивая страна. Мэй как Америка, но при этом прекрасная страна Мэйго. А почему так? Потому что, ну, мне кажется, что изначально подбирали по звукам, да, и America, May, да, есть вот этот вот кусочек. И потом подбирали по смыслу. И она мыслилась такой прекрасной, далекой, замечательной, что выбрали этот иероглиф May. Зачем Китаю Тайвань? Это часть мифа и представления о том, что, вернув Тайвань под свой контроль, можно закончить так называемое столетие унижения. Перевернуть страницу и вернуться к ситуации, где Китай сверхдержава окончательно, и все исторические счеты сведены. Тайвань был под контролем маньчжурской династии Цин с 17 века. Потом его захватывали японцы, и потом туда в 1949 году отступили китайские националисты из партии Гоминдан, проиграв в гражданской войне режим Чан Кайши, и вот там они осели. И Мао Цзэдун и коммунисты хотели вернуть, но не смогли, потому что американцы подогнали флот и вступились в защиту. Не было драки, но Тайвань остался сам по себе. И с тех пор китайская коммунистическая партия говорит, что вот столетие унижения закончится, когда все земли, отторгнутые от нас во время вот этого столетия, которое началось с Первой опиумной войной в 40-е годы XIX века и закончилось с приходом коммунистической партии в 1949 году. Вот 100 лет, и началось с отторжения территорий, которые пришли злобные белые люди, еще и японские люди. И вот в 1949 году все, появился коммунистический Китай. Но окончательные счеты будут сведены, когда все, что у нас украли, вернется под высокую руку Пекина. И Тайвань — это такая вот большой последний символ того, что еще под высокую руку не вернулось, потому что Гонконг и Макао вернулись. И территориальные споры с Россией были закрыты. И здесь история в том, что, ну, на самом деле, смотри, если посмотреть на то, как себя воспринимают тайваньцы. Еще 20 лет назад на вопрос тайваньцам «Кто вы?», они отвечали, большинство из них отвечали, что мы тайваньцы, и мы китайцы, то есть люди, которые принадлежат к этой вот китайской культурной общности хуажэн. Сейчас подавляющее большинство тайваньцев себя идентифицирует как тайваньцы. То есть мы отдельная нация, мы не с вами. Да, при этом мы говорим на одном языке, пишем иероглифы, у нас общая культура, растущая из одного корня, но мы отдельная политическая нация. Можно привести массу примеров того, как это работает. Вот сербы и хорваты. Разная религия, язык был когда-то один, сейчас он все больше тоже расходится, специально там подыскиваются слова, которые другие в сербском и хорватском и так далее. Масса подобных примеров. И вот тайваньцы сейчас себя воспринимают как отдельную нацию. Китайцы при этом, и Пекин конкретно, вот все руководители в Пекине считают, что мы все равно должны бы вернуть над ними контроль. И моя теория очень простая, что если бы в мире все так работало, что вот ты приходишь на какую-нибудь ответственную руководящую позицию в крупной стране, и из стены выходит, не знаю, сионский мудрец или спускается какой-нибудь Лао Цзы, да, в Пекине, и говорит: слушай, все, чему тебя учила обычная жизнь, забудь это, сейчас будет как в «Матрице», жизнь настоящая, я тебе расскажу, как на самом деле устроен мир. Да, и рассказывают ему вот про стратегию, прагматику, какие-то тайные пружины, которые мировой политикой двигают. Мир работает не так, ну, по крайней мере, насколько я себе это представляю. Мир работает так, что люди приходят на эти руководящие должности со своим бэкграундом. Владимир Владимирович Путин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин — это люди, которые выросли оттуда, откуда они выросли, и попали в руководящую позицию. Если Си Цзиньпин — это человек, который
был сослан и репрессирован в детстве, потому что его папу репрессировали во время культурной революции. Он поздно пошел в университет из-за этого. Он получил очень плохое образование, потому что первые годы после культурной революции университеты только-только восстанавливались, и, в общем, он такой, скорее, street smart. Да? Это человек, которого в детстве пичкали и дальше всю сознательную жизнь тем, что Тайвань должен обязательно вернуться в лоно Родины. Без этого столетие унижений не закончено. Пепел класса стучит в моем сердце. Вперед. Это человек, который считает, что вот теперь, когда Китай окончательно окреп, когда он сильный, у него есть историческая возможность закончить дело объединения Родины, вернуть Тайвань в лоно Китая единого и вписать свое имя в историю. Ничего не напоминает? Ну, конечно, напоминает. Напоминает, конечно. Конечно, напоминает. То есть, если... тут есть некая амбивалентность с международным правом. Да? Аннексия Крыма была чистым нарушением международного права, это совершенно понятно. У Тайваня статус очень странный. Большая часть стран мира признает его частью Китая. Сейчас примерно 20 государств, небольших, в основном островных, в Латинской Америке, которые Тайвань признают независимым. Китай периодически эти признания перекупает, потому что это чисто такая прагматическая сделка. У Соединенных Штатов есть очень амбивалентная политика, которая называется политикой одного Китая. Они признают, что Китай один, и acknowledge, то есть они учитывают мнение властей КНР, что Тайвань — это неотъемлемая часть Китая. При этом не признавая Тайвань отдельной страной, но и не говоря эксплицитно, что Тайвань — это часть КНР. И вот здесь как раз, если Китай будет возвращать себе контроль, даже военными силами, то с точки зрения международного права очень странная ситуация, потому что, может быть, это просто наведение порядка в какой-то сепаратистской территории. Да? Военными силами. Это плохо с точки зрения международного гуманитарного права. Но вот тут право нации на самоопределение и территориальная целостность вступают между собой в противоречие. Последняя мысль здесь. Если бы кто-то был более гибким лидером-визионером в Китае, можно было бы разыграть все по-другому. Можно было бы сказать: смотрите, дорогие соотечественники, Тайвань — это, естественно, неотъемлемая часть Китая. Но китайцы никогда не будут убивать своих братьев. У этой проблемы не может быть военного решения. Мы никогда не будем использовать силу оружия для того, чтобы этот вопрос решить. Китайская цивилизация существует 5000 лет. Этот вопрос существует 70 лет. Подождем. На фоне китайской истории это просто миг. И у нас есть бесконечно еще 5-10 тысяч лет, чтобы внутри семьи договориться о том, как это должно выглядеть. Это совершенно не важно. А между тем безвизовый режим, инвестиции, самые благоприятственные режимы для основания бизнеса и так далее. То, что на самом деле в 90-е и 2000-е уже было, и то, что вело к интеграции. Нам абсолютно не важно, как это юридически называется, пока вы не объявляете независимость. Все остальное — прекратить угрожающие маневры, не знаю, развивать флот, говоря, что мы его делаем для того, чтобы бороться с пиратами в Сомали и так далее. Полностью перевернуть ситуацию и лишить тех игроков, включая американцев, которые говорят, что вот, китайцы скоро захватят Тайвань, это угроза, нам всем надо этому противостоять. Просто лишить их аргументов. Но этого не происходит, и опять же, мне кажется, не происходит не потому, что Си Цзиньпин не мудрый, дальновидный человек, может быть, он бы мне рассказал бы 5 причин, почему это все глупость, допускаю. Но мне кажется, это потому, что он продукт своей эпохи, продукт системы образования и принес в Жунаньхай тот багаж знаний, которым его снабдила нелегкая жизнь. Что такое столетие унижения? Столетие унижения — это период, наступивший после Первой опиумной войны до 1949 года, когда к власти пришли коммунисты. Это тот период, когда у Китая отобрали часть территорий: Гонконг, Тайвань, Макао, полуостров Шаньдун, много еще, где иностранцы сделали свои полуколонии, такие закрытые сеттельменты внутри городов. И потом
часть Китая оккупировали японцы во время Второй мировой войны. Вот в 1949 году, когда коммунисты пришли к власти, считается, что столетие унижений закончилось, но окончательно оно закончится, когда вернется под высокую руку Пекина все, что когда-либо было отторгнуто. А я правильно понимаю, что вот вся технологичность Тайваня, которая была раньше, она сейчас уже немножко подизмоталась? И многие китайцы, которые приезжают на Тайвань, ну, молодые, например, они вообще не понимают, в чем прикол. Дело не столько в технологичности. Как раз технологичность Тайваня осталась, и главная роль Тайваня в мировой экономике — это чипы. Да? И чипы именно вот самые, то, что называется по-английски cutting edge, да? То есть самые передовые, самые маленькие, самые производительные, то, что делает фабрика TSMC. Этого не делает никто больше в мире. TSMC строит сейчас фабрику в Америке, но по крайней мере, из того, что я от них слышал, что самые передовые разработки останутся все равно на Тайване. И это в том числе, наверное, я, по крайней мере, это так интерпретирую, часть их страховки, чтобы американцы и все остальные защищали Тайвань в любом случае, потому что они потеряют самые ценные разработки технологические. Но инфраструктура, которая была очень новенькой, и дома, и дороги, и аэропорты, и высокоскоростные магистрали, которые казались абсолютным чудом света в 80-е и 90-е. Конечно же, людям, которые приезжают из современного Китая, где все то же самое, только построили вчера, поэтому оно более новое. Там, конечно, инфраструктура и города кажутся подушатанными, и справедливо. И люди, которые приезжали, вот еще недавно там были большие туристические обмены, они такие, ну что это? Это вот вообще, ну как бы... А из чего весь сыр-бор? Чего они к нам не присоединяются? И там есть, конечно, такое культурное непонимание, то, что тебе говорят, ребят, смотрите, у нас-то все лучше, вы же были в Шанхае, были в Шэньчжэне, смотрите, как у нас-то все, чего вы присоединяетесь, мы вам тоже такое забабахаем. А люди говорят, нет, мы же про ценности, понимаете, демократия, свобода. Ты говоришь, да, слушайте, ерунда какая, главное, чтобы брюхо было сыто, можно было купить Луи Виттон, дорогие котлы, тачку, детей отправить в Гарвард, вот, давайте с нами. В Гонконге еще демократия или уже мини-Китай? В Гонконге мини-Китай. В Гонконге после революции зонтиков и того, что студенты и довольно значительная часть местного населения протестовали против закона об экстрадиции и вот сложных таких юридических коллизий, которые материковый Китай пытался навязать. После этого Китай за них взялся активно, принял закон о национальной безопасности, и очень многие вещи, которые охраняли правосудие в Гонконге, которое основано на том, что там английское право, судьи, которые учились на Западе и так далее, полиция, которая сохраняла вот эти вот традиции британской полиции, все это во многом поставлено под контроль партии заново. Глава Гонконга, нынешний, это бывший глава гонконгской полиции, с таким вот менталитетом полицмейстера, как жалуются местные. Поэтому очень многие вещи начали закручиваться. Там можно по-прежнему без VPN заходить и читать Facebook или Twitter, но многие другие вещи делать уже нельзя, поэтому все демократические активисты, независимые СМИ и так далее из Гонконга переезжают на Запад, в основном в Великобританию в частности. Китай и США враги? Китай и США соперники, причем соперники, которые воспринимают друг друга как все более экзистенциальные соперники. Америка считает, что Китай — это не просто другая такая же сильная держава, которая по масштабам своей военной мощи, экономики, инновационного потенциала может бросить вызов Америке, в отличие от Советского Союза. Это еще и другая модель. Если Америка доказала, что быть супердержавой можно, когда у тебя капитализм и демократия, и они идут рука об руку, и Советский Союз проиграл холодную войну, потому что это была диктатура и план. У китайцев другая модель. У них однопартийная диктатура и капитализм. И вот это вот уже на протяжении 40 лет дает потрясающие результаты. И вот если эта модель окажется успешной, тут американцы начинают опасаться не только за свой статус как крупной державы, но и за то, что их модель может оказаться не единственной. И это уже клинч. Насколько экономики зависят друг от друга? Экономика очень сильно зависит друг от друга. Торговля только товарами в прошлом году около 600 миллиардов.
она снижается, но все равно это огромные цифры, в 2 с небольшим раза превышающие торговлю России и Америки. Они очень сильно переплетены через цепочки добавленной стоимости, через обмен технологиями и так далее. Эту пуповину разрезают, причем разрезают как американцы, так и китайцы. И, к сожалению, взаимопереплетение экономик не является страховкой от конфликта и от войны. Кайзеровская Германия и Великобритания накануне Первой мировой войны были крупнейшими торговыми партнерами друг друга в Европе. И, тем не менее, вступили в Первую мировую войну. Поэтому здесь, к сожалению, торговля является и источником сближения, но, с другой стороны, и источником конфликта. Мы рядом с Таймс-сквер. Надо вот чуть-чуть пройти пешком. И ты сказал, что обязательно надо показать это место. Почему? Это штаб-квартира Банка Китая в Америке. Bank of China. Bank of China – один из 4 крупнейших банка Китая, материкового, но не крупнейший при этом. Активы $4,5 триллиона. При этом активы всей банковской системы России – это 135 триллионов рублей, то есть примерно 1,3 триллиона долларов. То есть вот один банк Китая, один из 4 крупнейших, В 3,5 раза в 3,5 больше. раза больше, чем вся банковская система России. И вот у них Банк Китая один из наиболее агрессивно развивающихся за пределами КНР банков. И это довольно важная история, потому что китайский банк открылся в Америке еще в начале 90-х. Ага. У них был не очень большой офис на Мэдисон Эвеню, вон там вот чуть дальше. И они переехали сюда в 2016 году. Они купили этот кусок земли, построили этот небоскреб. 15 лет назад здесь еще не было ничего, здесь был просто кусок земли. Здесь был другой небоскреб, который они сломали и построили вот это вот. Они здесь сидят полностью, примерно 80% рабочих, офисных сотрудников и так далее. Это китайцы, частично китайцы материковые, живущие, учившиеся здесь, частично приехавшие из материка. Но это первая большая штаб-квартира Китайского финансового института на Манхэттене. Вот через буквально квартал офис Bank of America. Он конечно... вот там. И это просто, мы покажем это. И там все сотрудники Bank of America. Да. Он, конечно, больше. Это их штаб-квартира у них в Нью-Йорке. Это офис дочернего американского банка Bank of China здесь, на Манхэттене. Это похоже по размерам на штаб-квартиру Ситибанка или любого другого крупного банка в Не первого, Штатах. но крупного, да. Это тебе показывает значимость финансовых связей между Америкой и Китаем. То, насколько важно то, что здесь им по-прежнему дают развиваться. То, что через этот банк качается вся долларовая ликвидность. Ну, не только через него, но это важный игрок. Вся долларовая ликвидность, которая обслуживает и китайскую внешнюю торговлю тоже. Тот факт, что 2/3 китайских золотовалютных резервов свыше $2 триллионов лежит в долларах и активах, которые номинированы в долларах, показывает тебе всю прочность связей между двумя крупнейшими экономиками мира, которые являются и одновременно двумя крупнейшими геополитическими соперниками в 21 веке. И во многом размер этого здания, если ты его сравнишь, допустим, с штаб-квартирой Банка Китая в Москве, около проспекта Мира. Ты показал, как выглядит офис Bank of China в Москве. Да. Дай покажем в телефон на Google картах. Но ведь мы же союзники, и, по идее, ну, не такой, конечно, офис, но должен быть в Москве. Во сколько раз американская экономика больше российской? Во сколько? Во сколько раз доллар важнее рубля в международных расчетах? Это по-прежнему примерно 70% международной торговли, которые идут через доллар. Доля снижается потихонечку, но тем не менее это сильно больше половины. И, естественно, Китай как международная держава, которая пытается продвигать свою валюту, пытается все больше через нее рассчитываться, но, тем не менее, очень сильно вплетена во всю глобальную финансовую систему, которой управляют люди здесь, в этом городе. Инвестбанкиры, Федеральный резерв.
Ровно поэтому у Китая здесь гораздо больше здания, просто потому что это гораздо большая доля мирового пирога. И ровно поэтому китайские банки дуют на воду, когда приходят люди из американского Минфина и говорят, знаете, мы ввели новые санкции за взаимодействие с даже тенью того, что может показаться российским финансово-промышленным комплексом, мы вас отрежем от доступа к доллару, и вот все вот это вот будет стоять здесь никому не нужной махиной. Ровно поэтому Bank of China был одним из первых, кто объявил, что никаких сделок с подсанкционными компаниями и ничего даже близкого он трогать не будет. Это много объясняет, мне кажется, сюда надо возить чиновников на экскурсии. Многие чиновники в Кремле и в российском Центробанке, которых я знаю, все прекрасно понимают и понимают свою сравнительную значимость для китайских банкиров. Россия и США. Поэтому они не держат на китайцев обиды. Но те в Кремле, кто занимаются политикой, удивляются, почему же китайцы не выкатывают нам красную ковровую дорожку и не проводят все эти сделки для российского военно-промышленного комплекса. Хотя мы вроде как почти что союзники. Вот их надо сюда водить на экскурсии, показывать и объяснять, как тесно переплетены Америка и Китай, и насколько для китайцев болезнен и нежелателен вот этот вот разрыв, который может произойти, если китайцы будут слишком активно помогать российской военной машине в Украине. То есть и даже дружба Путина и Си никаким образом на это не повлияет? Никаких эмоций, чисто бизнес. И бизнес важнее? И бизнес важнее. Хотя китайцы находятся в той умной позиции, где им не нужно выбирать. Когда их ставят в ситуацию, где они делают выбор, и они должны выбирать, они смотрят, где больше куш, в краткосрочной, среднесрочной перспективе идут туда, то, что важнее. Но, с другой стороны, все то, что не запрещено, это разрешено. Поэтому они делают, тем не менее, очень много под вот этим вот порогом американских красных линий, чтобы России как-то помочь. Но когда американцы ставят выбор жестко, китайцы пока что, по крайней мере, берут под козырек, и я думаю, что это будет продолжаться еще какое-то обозримое время. Правда, что официальная зарплата Си $2300? Да, совершенно верно. А у чиновника $300? Чиновника $300 зависит от ранга, но китайцы очень долгое время слушали советы и сингапурцев, и разных международных консультантов, которым говорили, ребята, когда у вас чиновник с зарплатой $300 рулит бюджетом на 30 миллиардов, желание из потока сделать глоток непреодолимо, абсолютно. И никакой соцпакет, никакая бесплатная столовая, санаторно-курортное лечение на острове Хайнань, обучение для детей и так далее не могут его остановить от этого соблазна. Платите чиновникам много. Китайцы говорят, мы бедная страна, если мы будем платить чиновникам много, народ нас не поймет. Но это не очень бьется с логикой, потому что на самом деле все в каком-нибудь маленьком городе или все, кому надо, знают, почему четвертая любовница определенного чиновника ездит на Порше или на Бентли, в какие рестораны она ходит, какие сумки Биркин она носит на запястье и так далее. И здесь, конечно, есть некий диссонанс, но официально, по крайней мере, эта тарифная сетка не пересматривается, и сейчас Си Цзиньпин и вся мощь китайской компартии пытаются чиновников заставить жить посредством, что, конечно, болезненно. 2300? Но это же как... Но это не тот человек, которому важны деньги, на самом деле. Ты понимаешь, что он на полном государственном обеспечении, и это тот человек, который мерит себя историей, а не размером своего банковского счета или банковского счета своих друзей. Опять же, у него есть богатая сестра. В этом плане Си Цзиньпин, по крайней мере, из того, что мы о нем знаем, гораздо больший идеалист, чем Владимир Владимирович, по крайней мере, из того, что мы о нем знаем. И это человек, пришедший к власти относительно чисто, с определенной повесткой того, как он будет смотреть в глаза председателю Мао и великим китайским императорам, когда он их увидит на том свете. В Китае есть коррупция? В Китае есть коррупция. Большая? Огромная. В Китае есть смертная казнь за коррупцию? В Китае есть смертная казнь за коррупцию. И реально казнят? И реально казнят. В год сколько происходит переговоров? Мы не знаем, сколько в год происходит переговоров, это закрытая информация. Мы знаем, что счет идет на 1000, по крайней мере, то, что считает Amnesty International. Это самая
1000, это не разовые штуки? Да, самая казнящая страна. Часто они выносят приговоры, которые означают смертную казнь, но потом Мило. откладывают это, заменяют это пожизненным заключением, и люди в итоге проводят жизнь в тюрьме, и их не расстреливают. Но первоначальный приговор очень часто это расстрел. Ага. Как это происходит? Ну, людей расстреливают в тюрьмах. Людей не расстреливают уже ни на каких стадионах, хотя такое тоже когда-то было. Середина прошлого века? Еще в начале этого века были случаи, когда их расстреливали публично. В начале 21-го. В начале 21-го, насколько я помню. Я могу ошибаться. Почему смертная казнь за коррупцию не помогает коррупцию победить? Это тот фактор, который не работает, да, вот эта связь? Опять же, огромная растущая экономика. Большая роль государства в регулировании этой экономики. Отсутствие каких-либо институтов, кроме внутрипартийных, которые бы тебя проверяли. Нету независимого парламента, нету никаких органов гражданского, а не партийного контроля. Нет независимой прессы. Экономика пухнет как на дрожжах, на экспорте, на строительстве инфраструктуры, на строительстве недвижимости и прочего. Люди, которые всем этим рулят и живут на низкие зарплаты, сложно избежать искушения. Плюс очень часто... Вот в чем разница между российской и китайской коррупцией? Китайцы рассказывают такой анекдот. Ты его рассказывал несколько раз, но мы очень любим, когда люди повторяют анекдоты. Любимый анекдот Александра Габуева про китайскую коррупцию. Пожалуйста. Китайский финансовый министр принимает своего российского коллегу на своей роскошной вилле. 20-ка в Шанхае. И российский министр говорит: ой, слушай, ну вы тут неплохо живете, как же так, вот у тебя там и Петрюс, и дом красивый, а как же органы партийного контроля? Он говорит: пойдем, я тебе все покажу. Они выходят на террасу, говорят: видишь реку? Ага. Видишь мост? Да, красивый. Вот я 10% стоимости украл и построил себе такую виллу. На следующий год 20-ка в Петербурге. И российский министр финансов, не будем называть имен, показывает свою роскошную виллу, и китаец говорит: слушай, у вас же экономика раз в 13 меньше нашей, а у тебя вилла лучше, винтажи богаче, подвал какой-то бездонный совершенно. Как же так? Говорит: я тебе сейчас все объясню. Вот видишь там реку? Да, вижу. А видишь мост? Нет. Ну, тут должен был быть мост, но я украл все, поэтому построил себе такой дом. Ну, типа, у того было 10% или 5%, а это Да, у этого 100% моего. Мне кажется, это немножко объясняет разницу. Но это анекдот или это... Это тот анекдот, который рассказывают китайцы, хотя я слышал версии, которые отсылают еще и к Советскому Союзу. Ага. И он во многом объясняет разницу. Мне кажется, что в России можно украсть все, и часто ты уходишь с ответственности. В Китае ответственность так или иначе наступает. И сделать так, чтобы ты сделал что-то не по технике безопасности, это привело к трагедии, и ты бы ушел от ответственности, такого не бывало. То есть бывают случаи, когда люди воруют так, что случается авария, как на скоростном поезде под Вэньчжоу, или землетрясение в Сычуане, когда бетонные конструкции школ, которые якобы были сейсмоустойчивые, сложились на голову детишек, там погибла куча людей. Но все те люди, которые украли на этом деньги, все понесли ответственность, часть из них были расстреляны. Поэтому воруют, но не так нагло, как у нас. Я бы сказал, что воруют не так нагло, как у нас. Си сейчас самый влиятельный человек в мире? Я думаю, что Си самый влиятельный человек в мире, потому что он управляет второй сверхдержавой мира, он не ограничен никакими институтами, и он у власти останется, скорее всего, дольше, чем Дональд Трамп. То есть это до конца жизни? Это может быть до конца жизни. Его срок истекает в 2027 году. У него нет официального преемника, который бы занимал должности вице-председателя КНР и сидел бы в секретариате ЦК, готовясь стать его сменщиком. У него есть в постоянном комитете Политбюро, это такой совет директоров из 7 человек. Вот у него есть один возможный преемник, который его младше на 9 лет. Он бывший глава его секретариата, такой Антон Вайна при Путине, плюс-минус. Но
преемник ли это, или это человек, который будет где-то рядом отсвечивать над случай, если у товарища Си что-то станет со здоровьем, а он не успеет подготовить себе смену, мы не знаем. Скорее всего, Си останется и после 27-го, по крайней мере, до 32-го, а там уже, как здоровье позволит, он всего на 6 месяцев моложе Владимира Путина. Си принимает все решения или Политбюро? Уже Си. Он пришел как первый среди равных, сейчас он превратился окончательно в императора. Он использовал свой первый срок для того, чтобы зачистить политическую верхушку от своих потенциальных соперников и от своих потенциальных преемников. Своего одного потенциального преемника он просто посадил, после чего его второй потенциальный преемник взял под козырек и сказал, что я буду делать все, что вы скажете. Его отправили в вице-премьеры. Сейчас у Си Цзиньпина нет никакого преемника, сломан неформальный механизм преемственности, то, что приходит лидер на 2 срока по 5 лет. Поэтому Си Цзиньпин может делать все, что он хочет. Преемник до сих пор сидит? Преемник до сих пор сидит, и от него никаких вестей. Но за дело сидит, за коррупцию. В Москве были билборды с цитатами Си, Да. а он вообще златоуст или не особенно? Он не златоуст. Насколько я знаю, этим проектом вообще занимается Rush Today и Маргарита Симонян, и вот вся эта прекрасная пропагандистская организация. Си Цзиньпин действительно любит вворачивать цитаты из классических произведений. Китайских. Хотя он цитировал и «Как закалялась сталь», приезжая в Россию. Это, кстати, очень популярное произведение среди людей его возраста, поскольку вот это вот поколение, выросшее еще на идеях советско-китайской дружбы, плюс у него папа к Советскому Союзу был довольно тепло расположен. Но он вернул в одно из своих выступлений в Женеве цитату из хроники, которая описывает период 3 царств. Это 3-4 века нашей эры, которая переводится как «вкус супа определяется многообразием его ингредиентов». Он это цитировал в качестве того, что вот многообразие мировых культур приводит к diversity и полноценности современного мира, а российская пропаганда, ничтоже сумевшаяся, просто разлепила по Москве билборды с цитатами про какой-то суп из товарища Си Цзиньпина. Без контекста? Без контекста, конечно же. И просто вот любимые цитаты товарища Си. Выглядит довольно ужасно. Как реклама ресторана? Да, и мне тоже кажется, что в качестве зеркального ответа тогда нужны цитаты из Путина про «шило стенкой на боковую» или «мочить в сортире». Но пока такого Но в Пекине цитат Путина нет? Пока на улицах Пекина таких цитат не зафиксировано. Ждем. Расскажи максимально коротко, что такое культурная революция? Культурная революция — это сочетание большого террора нашего и гражданской войны. Мао к середине 60-х годов начали оттирать от власти, потому что он привел к нескольким крупнейшим катастрофам во время Большого скачка, к рукотворному абсолютно голоду. Вот когда они бегали и ловили мух, да, и боролись со всякими паразитами, вот это тогда, когда умерли миллионы китайцев из-за абсолютно бредовых идей председателя Мао о том, как нужно строить сельское хозяйство. Нужно было ловить мух, да? Да, нужно было бороться с паразитами, которые мешают урожаю. Вот они там бегали, значит, гоняли воробьев, ловили крыс и так далее. В общем, кошмар. И его начали оттирать. И чтобы вернуться во власть и разобраться со своими оппонентами внутри правящей группировки, внутри Политбюро, он призвал молодежь. Он сказал, что, товарищи, нас душат силы бюрократии, нас душат силы старого режима, буржуазии, которые пробрались в партию под коммунистическим обличием. И самый известный лозунг культурной революции «Огонь по штабам». И он просто дал карт-бланш молодежи во имя председателя Мао идти и громить органы власти. В итоге молодежь, думая, что она борется за дело коммунизма и председателя Мао, пустилась в сплошную вакханалию. Им выдали оружие, у них были на вооружении пушки, гранаты, пулеметы и так далее. И эти вооруженные банды сначала без оружия ходили и устраивали кампании критики и самокритики в отношении партийных работников, профессоров, учителей, всех, кто не понравился, интеллигенции.
А потом они вооружились и даже вступили в такие столкновения между собой, как конкурирующие банды. Порядок вынуждена была навести армия. То есть к концу 1968 года именно вот это вот состояние гражданской войны закончилось. Молодежь сослали в деревне набираться уму-разуму от простого народа. Но все толком закончилось только со смертью Мао Цзэдуна в 1976 году. История в том, что за это десятилетие, и особенно за первые 2 самых кровавых года, погибло как минимум 2 миллиона человек. При этом, это довольно консервативная оценка, при этом это люди, вот самый тонкий слой образованных, интеллигентных людей. Куча людей, которые там являлись носителями боевых искусств, театра и традиций, вот всего того, что как бы составляет гордость китайской культуры. Всех их уничтожили, либо покалечили, травмировали, психологически травмировали и так далее. Была уничтожена куча артефактов, сожжены храмы, разломаны статуи и так далее. Потому что была борьба тоже со старой культурой, старой идеологией, старыми обычаями. И, в общем, сельская молодежь, да, условно говоря, китайские пионеры, вот эти хунвейбины, были полностью в отвязи и крушили так, как ты можешь крушить что-то в 17 лет без особого сожаления. Давай коротко, вот если можно, прям в формате 30 секунд, расскажем, что произошло в 1989 году на площади Тяньаньмэнь. В 1989 году на площади Тяньаньмэнь была огромная студенческая демонстрация, где студенты выступили за демократизацию политической системы после смерти генсека Ху Яобана, который воспринимался как либерал и демократ. Его подавили, оно шло несколько месяцев. Оно шло несколько месяцев. Несколько тысяч погибших. Да, мы не знаем точное количество погибших. Протест очень жестко разогнали с участием армии. Протестующие тоже жестили в отношении милиции и военных, но, конечно же, соотношение сил было неравным. Правда ли, что это событие просто вымарано из повестки? Ну, то есть про это просто нельзя написать нигде в Китае? Да, событие абсолютно вымарано, невозможно забить в поисковик и получить ответ там, на вопрос, что произошло на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года и так далее. Все вот эти вот юбилеи разгона, все это очень чувствительные даты. Вокруг июньских дат всегда есть повышенное присутствие полиции внутренних войск и вокруг Тяньаньмэнь, и вообще в Китае. То есть все это из истории вымарано, и про это ничего не говорится. Да, то есть ты в поисковик вбиваешь, и тебе ничего не выдает. Какой главный поисковик Китая? Байду. Расскажи, как устроен китайский интернет. Китайский интернет отгорожен от мирового интернета. Есть так называемый «золотой щит», который просто фильтрует трафик и блокирует обращение к определенным IP-адресам с запрещенными ресурсами. То есть открыть Google, открыть Twitter, открыть любые западные соцсети, открыть нежелательные СМИ и так далее в Китае невозможно без VPN. VPN при этом блокируется с разной степенью успеха. Особенно, допустим, когда есть какие-нибудь партийные мероприятия, то есть раз в 5 лет партийный съезд, или каждый год заседает Китайское собрание народных представителей, это высший законодательный орган в Пекине. Вот под эти даты во всех крупных городах интернет глушится прям сильно. То есть VPN перестает работать или работает гораздо хуже. В остальные дни работает чуть-чуть получше. И они, когда видят какой-то очень популярный VPN-сервис, они начинают на него прямо оказывать давление, и работает все плохо. Но внутри при этом очень много ресурсов, очень много субстратов, да, и замен. То есть есть Weibo вместо Твиттера, есть всякие разные сервисы, там, тот же TikTok и так далее, которые позволяют людям чувствовать себя живущими в совершенно нормальной экосистеме. И есть киберцензура. Киберцензура. Есть киберцензура, это до недавнего времени, мы про это мало знаем, мы знаем там, по каким-то отрывочным сведениям. Это десятки тысяч человек, которые ручками ходят по всяким форумам, чатам и так далее, ищут по ключевым словам и вымарывают сообщения. Да, это премодерация. И сейчас, естественно, это искусственный интеллект, который заменяет людей и позволяет все это дело модерировать, фильтровать заранее, не позволяя публиковать контент, который нежелательный.
Смотрят ли китайцы YouTube? Китайцы смотрят YouTube, но через VPN. Угу. А и есть ли цифры, вот сколько людей сколько людей включает VPN из тех 1,5 миллиардов, что живут в Китае? Цифр достоверных нет. Я думаю, что миллионы людей точно, да, скорее всего, десятки миллионов. Но в целом, если ты не особо хочешь проникать вот в какие-то западные, тебе не интересен Твиттер, то тебе интересно просто общение, развлечение и так далее. Все это есть внутри, в китайском сегменте интернета. При этом несколько лет назад, до войны, TikTok в России был очень важной политической соцсетью. И кучу видосов и про дворец Путина, и про то, что творит Медведев, легко было найти в ТикТоке. ТикТок китайский фильтрует, и такое про оси не запустить. Безусловно. Ничего не запустить. Там в китайском языке вообще очень много всяких разных штук, связанных с языковой игрой, потому что очень много слов одинаково звучащих. И, например, там, при предыдущем генсеке Ху Цзиньтао была тема с гармонией. Вот его любимая, значит, лозунг был «гармония, гармония, хэсия». И они, значит, хэсия звучит так же, как речной краб. Поэтому вот они часто постили мемасы там с крабом, да, и это были всякие приколы про Ху Цзиньтао, да, или там, допустим, удалили означает гармонизировали, да, и они вот тоже вокруг этого все шутили. Но потом киберцензура тоже понимает, что это история про мемасы, и это они прикалываются над начальством, и тоже это вычищают. Ну, то же самое, почему картинки с Винни-Пухом, да. Винни-Пух запрещен в Китае. Вот тот самый Винни-Пух, вот картинки из американского мультика и так далее, да, не найти. Я, правда, давно не пытался открывать. В следующий раз буду в Китае, обязательно попробую поискать. Китай был близок к тому, чтобы запретить кунг-фу панду. Да, Китай был близок к тому, чтобы запретить кунг-фу панду, потому что сняли не китайцы, и что за поклеп и оскорбление, и вот как это. Но потом оттаяли, и кто-то умный из пропаганды сказал: слушайте, ну это же одно из самых вообще великих инструментов мягкой силы, вот этот вот мультфильм, давайте его разрешим. Но интересно, и это такая частая рефлексия внутри китайского сообщества пропагандистов, что как же так, самое мощное произведение китайской мягкой силы придумали не мы, это не наш мультик, а американцы. Про свободы в Китае хочется поговорить. Может ли китаец выйти на одиночный пикет или каким-то другим образом публично высказаться против власти? Зависит. Против власти, если это политический протест, без последствий обычно ты выйти не можешь. В Китае очень много протестов. В Китае вот по середине 2000-х годов Министерство общественной безопасности говорило о примерно 80 тысячах инцидентов в год. Массовых, где там больше 10 человек. В основном это инциденты, связанные либо с экологией, либо с трудовыми спорами. Да, работодатель задерживает зарплату, или сбежал с кассы, или строит вредный завод. И народ при этом, надо посмотреть в сети эти ролики, китайцы довольно быстро разгоняются, они люди темпераментные, они в такой большой толпой друг друга заводят. И пока не было камер особенно, вот эта вот анонимность протеста и его массовость их довольно быстро толкает в сторону очень радикальных действий. Они поджигают полицейские участки, бьют полицию, переворачивают полицейские машины. Так, но мы про какие годы говорим? Мы говорим, вот еще во время ковида все это было. И не так давно, совсем не так давно. Да? И этого довольно много. Китайцы потом перестали публиковать эти данные. Но в целом репрессивная машина, отсюда и камеры в том числе, настроена на то, чтобы если где-то протест начал распространяться, его тут же давить зародыши. У меня интересная историческая аналогия, где в России менялась власть за последние 300 лет. В столице. Будь то стрелецкие бунты, да, или дворцовые перевороты XVIII века, или революция, или события в Москве 91 года, то, что происходит на периферии, важно, но не так важно, как в столице. В столице власть может поменяться за день. В Китае, если ты наложишь на карту все эти восстания, которые свергали династии на протяжении последних
2500 лет, ты увидишь, что они происходили в очень разных кусочках вот этой вот населенной третьей примерно китайской территории. То есть это как муравейник. Если где-то завелась болезнь, то дальше она может охватить всю территорию. Поэтому если где-то что-то вышло из-под контроля, китайская машина сразу же начинает это дело пытаться потушить зародыши. И вот таких вот маленьких протестов довольно много. Китайцы очень умело с ними работают. Они присылают медиаторов, начинают выяснять, кто виноват. Если действительно работодатель обижает своих работников, они говорят: ребята, все в порядке, государство о вас позаботится и прочее. Но периодически это выплескивается за рамки приличия. Приезжают тогда большое количество людей с дубинками, всех дубасят. Еще какое-то время назад протестующих расстреливали. Было очень, очень редкая история. Еще в середине нулевых, я помню. Я работал в газете «Коммерсант» и это описывал. Сейчас такого практически нету, по крайней мере, об этом ничего не известно. Но вот насилие само по себе есть. Поэтому протесты, где вас кто-то кинул или завод и так далее, это нормальная история. За это можно не сесть, а отделаться потом разговором в полицейском участке или вообще ничем не отделаться. Потому что бузили по понятиям и правильно. Но есть ситуация, когда вы выступаете против режима. И вот тогда вас, скорее всего, упекут в тюрьму или, по крайней мере, на первый раз предупредят. То есть выйти с одиночным пикетом, с листиком... уходи. Уходи, да. Это, скорее всего, вы себя обнаружите с приличным довольно сроком и очень быстро. И так люди не делают. Таких смельчаков нет. Такие лозунги появлялись вот во время последний раз. Массовое движение было в 2022 году, когда Китай еще сохранял вот эти все ковидные ограничения, и они были настолько жесткие и настолько глупые, что в какой-то момент народ начал бунтовать, потому что они все время еще пересматривались, то ужесточались, то это самое, то наоборот ослаблялись. И народ начал бунтовать. По всему Китаю, особенно в студенческих кампусах, были протесты, и все эти коронавирусные ограничения довольно быстро отменили. Но люди выходили в том числе и с антиправительственными лозунгами. Другой вопрос, что мы не очень знаем, что произошло с теми, кто эти лозунги писал, нашли ли их и так далее. Потому что количество западных журналистов, которые работают в Китае, сильно сократилось. Им очень сильно ограничивают поездки по Китаю. То есть наша способность понимать, что происходит в современном Китае на такой макроуровне, она снижается, потому что система становится все менее прозрачной, в том числе для внешних наблюдателей или для людей, которые там живут и которые хотят в целом понять, что происходит вокруг. Много ли в Китае политзаключенных? В Китае, по оценкам Amnesty, примерно 5000 политзаключенных в год, и их количество растет. То есть очень много людей, но в отличие от России, нету фигуры, похожей на Навального или Яшина. Потому что представить себе, как, допустим, Яшину писали все эти прекрасные женщины в тюрьму, что ты можешь вступить в переписку с политзаключенным, да, то, что ты пишешь каким-нибудь своим друзьям-журналистам, они об этом потом рассказывают в соцсетях, писать из тюрьмы опеды в западные газеты и так далее. Все это в Китае абсолютно невозможно. То есть ты попал по политическому делу, все, тебя нет. С тобой нет связи у твоей семьи. Иногда китайские власти могут что сказать: вы знаете, там, у вашего супруга все хорошо. Вот его фотографии 5-летней давности, например. И то, если повезет. У очень многих людей известных там нет никакой информации о том, что с ними сейчас происходит. Объясни коротко, как устроен социальный рейтинг китайцев. Это история, которая пока что не запущена в варианте «Большого брата» от слова «совсем». Но репутация у него такая. Репутация у него такая. Все запреты, связанные там с пользованием высокоскоростным транспортом или выездом за границу, такие же, как в России, например. Если ты алименщик или если у тебя криминальный рекорд, тебя не выпустят за границу, тебе не продадут определенные категории билетов и так далее. То есть здесь нету ничего магического. Есть идея того, чтобы построить вот этот вот рейтинг доверия к бизнесам, к организациям и к индивидам, и в зависимости от их рейтинга давать им какие-то плюшки, льготы или, наоборот, убирать их права, но это пока работает исключительно в тестовом режиме на уровне каких-то отдельных, как бы мы сказали, муниципалитетов, и в национальный тираж не идет, потому что это сложно. Как
сделать единую сквозную систему оценки, что ты перевел старушку через дорогу, тебе плюс 5 очков. А вот процитировал Си Цзиньпина, плюс 15. А, допустим, зашел через VPN, полистал Facebook, минус 30. Очень сложно придумать сквозные критерии. Саша, ты известен как ценитель китайской еды. Не только китайской культуры, но и еды. Ты фанат чаев и специалист по чаепитиям. И поэтому... Специалист — это громко сказано. Ну, вот, тем не менее, я слышал про чайные церемонии, которые ты там друзьям проводишь. Так. В общем, всячески являешься амбассадором китайского чая. Поэтому мы не могли без кухни. В Нью-Йорке и в китайском Нью-Йорке очень много вкусной еды. Ты сказал, что знаешь место, где она супер аутентичная, где едят местные и где нужно много чего поесть. Это очень хорошее место, недавно открывшееся. Оно чуть-чуть на север от Чайнатауна. Здесь кухня провинции Джидзян, в которой я учился, когда был в университете. Это не очень большая провинция, но с ВВП на душу населения похожим на швейцарский по китайским меркам. Партийным секретарем в этой провинции, когда я учился в 5-6 году, был товарищ Си Цзиньпин. И кухня это очень своеобразна. Она близка вот к шанхайской, к тому, что есть в дельте Яки и Янцзы, но своеобразная. Мы, я думаю, сегодня попробуем какие-нибудь классические джидзянские блюда и некоторые китайские тоже. Смотри, как мы договорились? Мы решили, что будет классно, если ты заказываешь, а я не знаю, что это. Да. И я буду в процессе пробовать, и ты мне будешь говорить, что. Я попросил не заказывать мышей и собаку. Их здесь нет. Их здесь и нет. Их здесь нет. И слава богу. Поэтому я готов на все. Если что, я обожаю китайскую еду. Я обожаю китайскую еду. Китайские новости было одно из моих любимых мест в Москве. Не знаю, как относятся к этому специалисты. Я хорошо Но относился. моя семья очень ее любила. Не мое любимое место в Москве, но очень хорошее место. Давай заказывать. Давай. 请问一下，可以点菜吗？谢谢。 Слушай, а ты когда обращаешься на китайский, ты интонацию меняешь немножко. Ну, вот такая интонация Ну, более мне- такая деликатная. Мне обходительная. кажется, что все люди на разных языках Это говорят правда. чуть по-другому. А, То есть на это- испанском, ну да, я знаю, как, ну, в общем, я вижу, как люди, которые гораздо лучше говорят на испанском, чем я, как они начинают хрипеть, в том числе, когда это переходит. 我们来一个麻辣药片。这是冷菜哦。对对对对，对，可以了。然后来一个鲜肉小龙，鹤凤小龙。下菜就这个。Свидание 然后 вслепую. У меня сейчас 龙井虾仁，江梅牛蛙。 OK，都 spicy。对，可以了。然后呢，来一个四季豆， OK。鱼香茄子，一个米饭，够了吧？够了，OK 了。喝的话呢，来4瓶啤酒。 Саш, мы 谢谢。 встанем из-за стола, нет? Ну, должны. Вообще, поскольку в Китае очень много, что вообще про китайскую жизнь, объясняется большим количеством населения и перенаселенностью, и малым количеством ресурсов. Это касается и пищевых привычек. Ну, слишком много людей на такую территорию. Так. До технологического рывка, который позволил им прокармливать себя нормально с помощью той земли, которая у них есть. Голод — это очень частый спутник всей китайской истории. Это постоянное давление того, что тебе нужно растить злаки в очень непростых погодных условиях, разливающиеся реки, что Хуанхэ, что Янцзы, необходимость строить плотины, координироваться, соответственно, сильная централизованная власть. Это как раз то, что у тебя произрастает из природных условий во многом. И с другой стороны, что касается еды, большую часть истории китайцы ели, конечно, самые простые вещи, прежде всего злаки. На юге, условно говоря, южнее Янцзы — это рис, севернее Янцзы — это проса. Это разные просяные каши, ну вот похоже на пшеницу, но такой более простой злак. И это называется джучи, то есть основное блюдо, основная еда. Как? Это не гарнир, да, а основная еда, хозяйская еда, джучи. Все, что мы едим, мясо, овощи и так далее, мясо, понятно, что вообще редко ели, это гарниры, которые позволяют тебе немножко поменять вкус уже
осточертевшего риса давным-давно. Но сейчас поменялось. Сейчас все поменялось. Сейчас, поскольку еды очень много, все едят в основном то, что раньше было дополнительными блюдами, едят в основном их, а рис это уже там часто приносят вообще в конце, чтобы уже наесться, да, едят без риса. Или показать, что... Мы будем есть, естественно, с рисом. Да, И раньше было правильным тоном в таких зажиточных семьях или вообще за любым банкетом оставлять половину стола нетронутой. Ну, то есть поклевать немножко, но чтобы показать, что вот денег много. И вот мы всего этого просто поназаказывали и не съедим. Мы так делать не будем. Нет. Мы заказали достаточно, чтобы компенсировать наш поход по холодному Чайнатауну, но мы ничего не оставим. Но вот было устроено раньше так, что вставали из-за стола, оставляя блюдо, и когда спрашивали, типа, может, вам с собой завернуть, люди говорили, нет, не надо, нам и так Но хватит. это у зажиточных. Это уже зажиточных. Ой. Си Цзиньпин начал бороться с этим. Вот у него движение за чистые тарелки, что надо заказывать... оно так называлось? Да. Прям программа? Да, прям программа, что нужно есть, заказывать ровно столько, сколько съешь. И в этом плане он, конечно, абсолютно прав. Китайцы и правда до сих пор едят летучих мышей и змей? Змей едят, летучих мышей, ну, змей едят мало, летучих мышей тоже очень мало. Это вещи, которые исторически явно ели, потому что белка было немного, население огромное, территория, пригодная для земледелия и для выращивания скота, не очень большая. Какое самое популярное мясо? Свинина. Почему? Потому что свинье не очень много нужно места, она сидит в своем хлеву, ее можно кормить отбросами риса или проса и так далее. А вот уже какое-нибудь молочное животноводство, это требует пастбищ, а на пастбищ места нет, потому что где же тогда растить рис? И в этом плане они явно охотились за всем, что можно поймать, пускали это дело в пищу. Ровно поэтому в китайской кухне так важно менять вкусы. Важно вкус сделать таким, чтобы не было противно это все есть. И в этом плане летучих мышей и змей ели отчасти потому, что жрать было нечего. Потом и сейчас это потребление от того, что ой, прикольно, экзотично, такого никогда не ели, надо попробовать. То есть они такие довольно Авантюристы. Они довольно авантюристы в плане еды. И с этим связан еще целый комплекс магических представлений, что какие-то виды животных укрепляют потенцию, здоровье, ум. Летучая мышь вообще символ богатства, поэтому ее съесть прикольно, это к богатству, например. Или к коронавирусу. Или к коронавирусу, если действительно посадить этих... Я был в Ухане, и там на вот этих вот рынках действительно куча всех... Это отдельная секция на рынке, где сидит вся эта живность в соседних клетках. То есть животные, которые в природе вообще не встречаются никогда, они вот сидят и друг друга обчихивают. Поэтому одна из теорий происхождения коронавируса, что это не лабораторный вирус, а вирус, возникший в природе. Но у нас пока что очень мало достоверных данных о том... Об этом позже, да. Окей. Китайцы до сих пор едят собак. Да, китайцы до сих пор едят собак, хотя в 2020 году Министерство сельского хозяйства однозначно сказала, что собака — это не кормовое животное, это не животное, которое можно употреблять в пищу, а это друг человека. И дальше отдельные провинциальные органы постоянно выпускают разные нормативные акты, которые запрещают продажу собачьего мяса. То есть потреблять можно, а вот продавать нельзя, за это штрафы и всякие наказания. Но пока до конца не искоренили, насколько я знаю. Это правда, что для фестиваля собачьего мяса забивает 10-15 тысяч собак? Это фестиваль в провинции Гуанси. Да. Есть такие цифры. Проверить до конца невозможно. Я не знаю, сколько их там забивают. Я там никогда не был. Я видел оттуда кадры. Кадры довольно жуткие. Я знаю, что забивают много. И это абсолютно новый фестиваль. То есть этого праздника не было. Его придумали специально для туристов, как местную фишку, чтобы народ туда приезжал и оставлял деньги. Это чисто новодел. Нету такой традиции конкретно там отмечать летнее солнцестояние поеданием собак. Интересно, какая категория туристов может... Какую категорию туристов это может заинтересовать?
Внутренний китайский турист, прежде всего, собак едят там, вот на юге, где явно едят очень много всего. Чем ближе на юг, тем более такое разнообразное питание. Вот про гуандунцев шутят, что они едят все о 4 ногах, кроме столов, все, что летает, кроме самолета, все, что плавает, кроме кораблей и подводных лодок. И вот все вот эти вот ужасы с мозгами еще живой обезьяны, это все как раз гуандун. Гуанси немногим лучше в этом плане. И еще собак едят на северо-востоке Китая, близко к Корее, где это тоже такая вот зимняя традиционная еда, чтобы согреться. Поэтому, скорее всего, это внутренние туристы, возможно, корейцы. Мозги живой обезьяны — это вот ту, которую прям при тебе чуть ли Да. не убивают за столом и из головы едят. Да, видел людей, которые при таком присутствовали и участвовали. Сам не участвовал. Их травмировало это? Это циничные китайцы, еще более циничные западные инвестбанкиры, которые с этими китайцами вели дела, поэтому... Ели и причмакивали. Да. Что с нравственными вопросами? Можно ли китайцам молодым на улице целоваться, ходить за ручку и все остальное? Это не очень принято. Они ходят за ручку, они не целуют, то есть проявлять чувства на публике не принято. Есть и традиционные установки, и некая партийная коммунистическая мораль, знакомая нам со времен Советского Союза. Но в целом вот держаться за ручку — это, пожалуй, такое максимально доступное приобнимать проявление чувств. Естественно, если это студенческий бар, выплеснувшийся на улицу летним вечером, там уже люди позволяют себе больше вольностей, но это происходит везде. Что с ЛГБТ? ЛГБТ есть. ЛГБТ довольно распространялись в конце 80-х, 90-е, 2000-е, потому что в обществе есть довольно большой перекос между мужчинами и женщинами. И особенно, да, гей, отношения и так далее, этого становилось чуть-чуть больше, пусть и в больших городах, но в больших городах очень много людей, которые приехали из регионов. Приехали на заработки или приехали учиться. И государство, в общем, на это закрывало глаза, не было никакого порицания. Thank you. Хуандио. Это как раз 10-летнее вот это желтое вино из Шаосина. Государство, в общем, на это закрывало глаза или этим сильно не занималось, потому что, ну, окей, если люди находят себе пару, пусть и нетрадиционной ориентации, ничего страшного. В китайской культуре ЛГБТ было, эта тема не выпячивалась, но она, в общем-то, считалась более-менее нормальной. А сейчас? Сейчас Си Цзиньпин за это взялся. И вот все, что касается даже недостаточно мужественно выглядящих корейских певцов или китайских певцов, все это стараются цензурировать, блокировать и отдавливать обратно в сторону таких более брутальных или классических гендерных образов. Почему? Потому что Си Цзиньпин — человек, который помешан на теме демографии. Это лидер, который считает, что мы, китайцы, слишком быстро стареем, не дорожаем. Это большая проблема, и с этим надо бороться на очень разных уровнях. Если детей слишком дорого учить из-за того, что есть онлайн-репетиторы, и вот эта целая огромная индустрия, которая очень много денег вытаскивает из семейного бюджета, надо с этим бороться. Надо запретить компании, которые предоставляют эти услуги и так далее. Если дома стоят слишком много, надо пытаться сделать так, чтобы цены на недвижимость снизились, и молодая семья наконец-то могла себе позволить купить отдельную квартиру и в ней рожать детей. Если ЛГБТ смущают и сворачивают молодежи с истинного пути рождения детей, надо это тоже запретить, давить. И сейчас курс, в общем, довольно охранительный, не такой репрессивный, как в России. Закона нет? Закона нет еще, но, по крайней мере, вся практика достаточно репрессивная. Что такое рынки браков? Это проблема в том, что у китайцев навес мужчин над женщинами. И найти себе хорошую пару довольно сложно.
Родители часто берут это дело в свои руки, поэтому они, вот в городе есть какое-нибудь место, где они приходят, стоят с табличками, И с зонтиками еще часто. иногда с зонтиками. Я видел это один раз в жизни в Шанхае, где вот приходят, и там действительно есть табличка, что вот такой-то, такой-то, очень хороший, найдет себе. И они ходят, и ну, такой вот матчмейкинг до изобретения всяких дейтинг-приложений. Нет, я слышал, что... Я не слышал, я читал свежие тексты, что это до сих пор происходит. И связано с Я тем, охотно верю всем, что это до сих пор происходит. И связано это с тем, что родители переживают... Еще раз, это родители сватают детей, а не сами дети. А сейчас это связано с тем, что дети, поскольку западные ценности проникают, они не хотят жениться рано. А для родителей это важно, потому что семейность, брак — это статус. Их просто парит то, что они не женятся, и поэтому всячески пытаются помогать. Еще культ предков. Главная религия в Китае, на самом деле, это культ предков. Очень старое верование о том, что вот души умерших предков за тобой присматривают и так далее, и тебе нужно обязательно... Им может приносить жертвы только наследник, мальчик, не девочка. Поэтому обязательно нужен ребенок, желательно мальчик, и вот все эти традиционные представления еще китайскому обществу давлеют. Поэтому, да, такие вещи есть. Я видел, говорю, один раз в жизни, довольно забавно. Ну это же димсамы обычные. Это не обычные димсамы. Димсамы — жанровое название большого класса разных пельменей или закусок. С начинкой. Да, с начинкой. Это шанхайский и вообще вот южно-янцзыский вариант, который называется маленькие корзиночки, сяолунбао, то есть пельмешки, которые в виде маленьких корзиночек. Их едят как хинкали. Вот давай попробуем. Давай. Я бы брал их. Так может рукой? Горячевато. Нет? Нормально тебе? Правильно. Окей. Так, а Я что вот, отгрызать? я вот кладу их... нет, есть можно все. Не, Я горячевато бы это. кусал, выпивал бульон и затем уже съедал. Так, ну все по классике. Бульон топ. Ёлки, как вкусное тепло. Это холодное. Да. Но это не мясо. Или это мясо? Какие варианты? Мне кажется, это какое-то растение. Ну, похоже на колбасу докторскую. немного. Так. Возможно, это, не знаю, копченая говядина. Говядина — это правильный ответ. Но какая часть говядины? Это почки. Это тончайшие нарезанные почки. Ну, смотри. Супер честные эмоции. Так. Я бы никогда в жизни не заказал почки. Потому что, ну, это нечто меня пугающее и, в общем, как бы отталкивающее. Но поскольку я этого не знал и сначала попробовал, и это реально вкусно. И поэтому я сейчас беру... Думаю, моя жена, когда сейчас это увидит, она скажет: «Юрец, ты ешь почки? Почему я не знала?» Так со многими вещами, на самом деле, в Китае. Дело в том, что есть установка, чтобы замаскировать вкус. Да, вот люди, повара знаменитые, даже не очень знаменитые, часто говорят: а вот попробуй, что это такое. Приготовил так, что невозможно определить, мясо это или рыба, или что-то еще. Остро. Нужно попросить сейчас риса. Почему они маскируют вкус? Потому что явно... Бедный. Нормально. Потому что явно всю жизнь приходилось белок доставать из таких продуктов, которые в обычной жизни ты не ешь. Ну, просто потому что белка мало. И идут в ход все внутренности, все что угодно. И ровно из-за этого такая работа со специями и такая попытка все упрятать. Топ! Нам нужен рис. Нам нужен рис. Правда ли, что у китайцев, которые живут в регионах, граничащих с Россией, внутри Китая
какая-то отдельная репутация. То есть они для остальных китайцев выглядят не похожими. Северо-восток Китая — это в прошлом маньчжуры, то есть северные народы, которые Китай в свое время покорили. Там много смесей с монголами, с корейцами. И это северные китайцы, более рослые, более крепкие, репутация у них таких более прямолинейных, даже местами недалеких, таких отважных людей. И да, для южан есть приколы, что типа, ну вот они там от русских понабрались, а русские это... Есть у всяких народов разные негативные прозвища. Вот русские — это чхоумаоцзы, вонючие волосатики. Вот они у вонючих волосатик, ну потому что русские, понятное дело, гораздо больший волосяной покров, чем у азиатов. Да? Для меня просто это новости. Да, конечно. И гораздо более резкий запах кожи, который... Даже если пользуешься дезодорантом? Я думаю, что если пользуешься дезодорантом, нет, но в среднем вот тот момент, когда они активно начали общаться с русскими с тогда еще 17-18 века, тогда дезодорантов не было. Запах просто более резкий, потому что кожа по-другому потеет. И вот у россиян такое прозвище в том числе. Какой кошмар. Ну, а у нас какие прозвища в отношении китайцев? Тоже ж не самые лучшие. Угу. В плане взаимного шовинизма, я думаю, что российское и китайское общество друг друга стоят. Стоит? Стоят. А китайцы могут быть шовинистами? Китайцы очень даже шовинисты. У китайцев представление о том, что у них 5000 лет культуры, о том, что они же называются срединное государство. Да? Почему? Потому что они в центре мира, а вокруг них варвары, которые халат не на ту сторону запахивают и вообще живут не по-человечески, непонятно, поэтому не являются полноценными людьми. И в этом плане все иностранцы, вообще все они, конечно же, люди скорее второго сорта. И это очень глубоко укорененное представление, которое есть и у Конфуция, и дальше проходит через всю историю. Естественно, люди образованные, повидавшие мир и так далее, гораздо меньше шовинисты, чем основная масса населения. Хотя, как у нас с тобой, наверное, много знакомых, которые в России говорят, мы-то православная великая культура, у нас особая миссия у Россиюшки, вот те не догоняют, а мы вот здесь. Это вещь, которая, к сожалению, не всегда линейно коррелирует с образованием. Вот у китайцев такого много, особенно, представь себе, поколение, которое застало еще культурную революцию в осознанном относительном возрасте, знает, как народ может резать своих же, причем лучших, и как они могут сходить с ума. Поэтому для многих людей старшего поколения это прививка от великодержавности, шовинизма, и они прекрасно помнят, чем вот этот психоз массовый может обернуться в китайских условиях. А сейчас выросло поколение огромное, которая с 80-х годов не помнит ничего, кроме как двузначного роста экономики. Сытая жизнь и рост. Сытая жизнь, рост, увеличение амбиций, увеличение военной мощи, космос, возвращение Гонконга и Макао. И такие великодержавные амбиции, что мы-то вообще... Вот у них была книжка после глобального кризиса, которая называлась «Китай может сказать нет». И там написано, что... А вот мы, китайцы, мы кризис преодолели, мы показали всему миру, что вот Америка ушла в рецессию, а у нас 10% роста ВВП в 2008-2009 году. Поэтому все ресурсы мира лучше отдать под китайцев. Это такие вот крайне правые люди типа, не знаю, Дугина китайского, но это книги, которыми вполне себе некоторые сегменты общества, даже образованные люди, зачитывались. И вот такие латентные настроения о том, что мы-то всем покажем, они в обществе тоже периодически присутствуют и прорываются. Так, это рыба, мне кажется. Я бы хватал вот это вот. Блин, ну Это самое главное. Вот. Ну это... А можно поменьше кусочек? Давай поменьше. Давай. Давай поменьше. Я, кажется, догадываюсь, что это. Ну-ка. И это я не ем, если честно. Ем только ради кадра. Так. А ты без риса ешь? Ну, не такое острое, как кажется.
Это какое-нибудь куриное сердечко? Нет. Давай я сейчас рис поднесу ко рту. И ты скажешь, что это. Давай. Что это? Это кровь. Чья? Говяжья. Спёкшись. Говяжья. Спекшаяся Ну, кровь? как кровяная колбаса. Окей. Был и такой опыт в моей жизни. Но вообще безвкусно. Да. Оно пропитывается специями. Это уже Другое. всякие внутренности, кусочки сала и так далее. Но основа всего это именно вот кусочки такой Все, что здесь лежит, это кровяной. кровь? Нет. Есть различные внутренности. Так. Ну смотри, вот это. Это кусочек желудка, наверное. Это все разворотили корову, да? Да. Ага. А просто мясо здесь есть? Просто мяса здесь нет. Слушай, я думал, что это креветки. Давай. Но это не креветки. Это ничуть не хуже. Блин. Фантастика. А целиком можно проглотить? Нет. Или там кости? Там косточка. Аккуратненько. Как курятина, да? Угу. Очень хорошо. Я понял, что это. Это лягушка. Да, это лягушка. Я лапку увидел там. Ну, хотя бы не дрыгающаяся. Вообще прикольно. Но я слышу, что она похожа на курицу. А есть филе? А? Лапки — это и есть филе. Ну такое. всё. Оно- Матрешки. Не, ну мясо топ. Так, значит, моя цель объесть просто, да? Как-то, Да. чтобы поверх кости. В целом я сейчас могу фиксировать, как работает просветительство. Потому что если бы мне еще сутки назад кто-то сказал, что я буду есть лягушку и не буду испытывать при этом отвращение, я бы не поверил. Ну, очень многие вещи понятно, что в нашей голове от незнания. Да. Китаисты. У меня был первый начальник, очень мудрый азербайджанец, в газете «Коммерсант». И он мне однажды сказал, говорит: Саш, вы знаете, я до конца все-таки китаистам не доверяю. Я говорю: почему же? Он говорит: они могут в теории съесть все, а так нельзя. Я немножко обиделся, но потом мы выяснили, что недоверие распространяется не на всех китаистов. У нас были и дальше прекрасные отношения, и, собственно, сохраняются. Ну, а ты понимаешь, этот страх, видимо, съесть все и в конце концов и человека. Да, что люди не имеют границ. Да, а красные линии все-таки нужны. Красные линии нужны. И себе подобные — это одна граница, самая важная. Следующая, наверное, граница — это друзья человека. Кошки, собаки, лошади в каких-то культурах, в каких-то культурах нет. А знаешь, как нам объясняли? Мы снимали выпуск про Ирину Кайратовну, это очень популярная казахстанская группа, и там один из ее участников, когда я говорил, что спрашивал: ну вот скажи, как можно коня съесть? Вот ты его там играл, ну, катался на нем, гладил и все остальное. На что он сказал гениальное, что ну так своего не надо есть, а если это чужой конь, то вы ничего друг другу не должны. Окей. Вот такая логика была. Я ел конину, поэтому... Но тут суть в том, что тебе предлагают что-то как китаисту, и ты вряд ли можешь от этого отказаться. Это топ. Я правильно понимаю, что кухни в Китае тоже очень разные? Это так же, как Евросоюз? Кухни действительно очень разные. Есть 8 крупных региональных кухонь, которые друг на друга очень не похожи. Похожи, пожалуй, что тем, что все мелко нарезается и быстро готовится. Потому что нет вилок. Либо потому, что это под палочки, либо потому, что хвороста нет. Дров очень мало, лесов мало, поэтому ты собрал хворост, ты собрал какие-то щепки, ты можешь разжечь огонь, который быстро прогорит, поэтому тебе нужно что-то, что очень быстро приготовится. Нету томления, тушения многочасового на больших печах, топящихся дровами. В 1969 году у СССР и Китая был конфликт из-за острова Даманского. И есть версия,
что СССР был готов нанести ядерный удар по Китаю, но Брежнева отговорили США, потому что сказали, что будет нанесен удар по 130 пунктам в России. Это, скорее всего, неправда. Эта версия идет из недавней книги Джона Сноу, и у нее есть всего одно подтверждение в статье газеты South China Morning Post. Есть очень хороший историк холодной войны Сергей Радченко. Он недавно написал книжку «To Run the World», где он этот сюжет в том числе подробно рассматривает. И он покопался и в архивах Киссинджера, и утверждается, что вот якобы Киссинджер общался с послом Добрыниным советским, и ему сказал, что если вы попробуете нанести ядерный удар по Китаю, то мы разбомбим 130 объектов на территории Советского Союза. Киссинджер с Добрыниным в этот период даже не встречался, и никаких записей об этом нету ни в американских архивах, ни в российских архивах. Так что, скорее всего, это фейк. Насколько я понимаю, украинские войска в Курской области — это первое вторжение войск другого государства в нашу страну как раз с момента острова Даманского. Что там произошло? Был неурегулированный пограничный спор, потому что по международным правилам граница должна идти по фарватеру реки. Даманский находится в стороне от фарватера, ближе к китайскому берегу, но был занят советскими войсками. Поэтому как раз во время культурной революции Мао Цзэдун рассорился с Советским Союзом еще до того и начал тестировать готовность Совета, в том числе высадив десант и начав захватывать Даманский. Там погибли десятки человек. В итоге сейчас Даманский китайский. То есть Советский Союз проглотил? Советский Союз тогда не проглотил, но по итогам территориального регулирования, которое было уже достигнуто при Путине, граница стала в соответствии с международными правилами, то есть по фарватеру, и Даманский отошел к Китаю. То есть Путин отдал его Китаю? Да, но это минимальное из того... Путин отдал примерно 300 квадратных километров спорной территории, но это минимальные уступки, на которые можно было пойти. Претензий китайцев были в теории гораздо больше. На Владивосток и все остальное? На Владивосток они не претендовали, но там много чего было, Благовещенск и так далее. Ага. Если себе представить, что этот территориальный вопрос не был бы закрыт тогда, в 2004 году, когда было окончательное размежевание, оно до 2006 фактически шло, а мы бы с этим багажом ехали до сегодняшнего дня, и китайцы предлагали бы это решить сейчас, можно себе представить, что Россия закончила бы на гораздо худших условиях. Поэтому если искать достижения во внешней политике Путина, их немного, и со временем, скорее всего, будет еще меньше, но урегулирование территориального спора с Китаем тогда, безусловно, верное и мудрое решение. Правда ли, что китайцы считают Байкал своей территорией? И очень распространенная версия в интернете, что изображает на своих картах его как свою территорию. На своих картах, безусловно, не изображают. Официально своим не считают. Но дело в том, что Китай — это империя, которая состоит в основном из китайцев-ханьцев, но периодически там были династии иноплеменников, которые их завоевывали. В том числе была маньчжурская династия и монгольская династия. И поскольку монголы были сюзеренами бурят, которые тусовались, и жили вокруг озера Байкал, то при желании во время династии Юань, монгольской, можно было считать, что вот поскольку буряты были данниками монгол, то это территории, которые входили в состав Китайской империи. И уже маньчжурская империя Цин с 17 века тоже на картах обозначала огромные территории Южной Сибири, включая Владивосток и так далее, своими территориями. Они их реально не контролировали, но до туда доходили разные китайские землепроходческие миссии. Если ты приедешь в Владивосток и пойдешь в местный краеведческий музей и посмотришь на первом этаже памятники, древнейшие памятники Приморской земли, культурные, то там будут стелы с иероглифами, которые как раз китайцы всегда интерпретируют как вот, видите, здесь же были мы. Это не была в полном смысле государственная граница, и китайцы потом по Нерчинскому договору от претензий на Байкал отказались, и
потом их никак не подтверждали. Но иногда в популярном сознании, когда китайцы накатят, такие вот шовинистические, они говорят, ну, ладно, мы с русскими сейчас разошлись как-то, потому что у нас общий противник американцы, но вообще потом, чисто по-братски, они нам должны 1 000 000 квадратных километров, и рано или поздно, если что, мы за этот должок спросим. Но это не мейнстримная позиция. Если ее кто-то... Это такой Балабанов времен «Брата 2» и Севастополя. Да, да. Но не в таких больших культурных проявлениях, как фильм «Брат 2». То есть это скорее разговор под бутылку. Если такое написать в Weibo, и ты популярный блогер, то этот твит, хочется назвать именно твит, его зацензурят. Такое было. А зацензурит просто площадку удалит. Да. А о чем пишут популярные блогеры в Китае? Жизнь, путешествия? Жизнь, путешествия, обзоры на гаджеты. Что-то пишут про состояние экономики периодически. Иногда пишут про внешнюю политику. То есть, ну, это такие нишевые тематические вещи, как, не знаю, какие-нибудь вот российские Z-каналы. Вот такое тоже есть. Они довольно большие. Но все в русле госполитики. Да, девиации очень маленькие. Очень распространенный тейк. Путин сдал Сибирь китайцам, продает леса и земли за копейки. Сколько в этом правды? Нисколько. Смотри. Структура российской торговли с Европой до аннексии Крыма и до полномасштабного вторжения в Украину такая же, как структура торговли с Китаем. Условно говоря, ее можно свести к формуле природные ресурсы в обмен на готовые товары, машины и технологии. Что с Евросоюзом, что с Китаем, структура одинаковая. Мы в Китае даже больше продаем машинно-технической продукции. Почему? Потому что продукция ВПК. Ага. И мы строим там атомные электростанции, в отличие от Европы. То есть в этом плане у нас с Китаем торговля более высокотехнологичная, чем с Европой. Проблема в чем? Проблема в том, что мы десятилетиями торговали только с Европой. Отчасти это объясняется тем, что Китай стал импортером углеводородов и природных ресурсов, ну, углеводородов конкретно, только в 1994 году. Это не все помнят. В 80-е годы Китай был нефтеэкспортером. 20% китайского бюджета получали за счет экспорта нефти. А потом что, закончилось? Нет, она не закончилась. Экономика так выросла. Экономика так начала расти. Вот Дэн Сяопин поехал на юг, перезапустил реформы после событий на площади Тяньаньмэнь, и экономика пошла в резкий рост. Соответственно, им стали нужны природные ресурсы быть. Кто был первым россиянином, кто сообразил, что, ой, мы сидим же вообще в благословенном абсолютно геополитическом положении? Тогда про это так не думали, но с точки зрения бизнеса. У нас, с одной стороны, огромная экономика, которая готова потреблять нефти, газа, металлов, удобрений. Вот только сколько продадим, столько и потребят. И с другой стороны, и можно же выбирать. Называется арбитраж. Михаил Борисович Ходорковский. Это первый человек, который, сев на трубу, собрав ЮКОС в вертикально интегрированную компанию, понял, что вот там вот на Востоке растет огромный рынок. И да, у них зарегулированная экономика, но они будут крупнейшим потребителем, надо бежать туда. И он еще в начале 2000-х вел переговоры с китайцами о строительстве туда трубы прямой, потом его посадили, и тот же самый проект унаследовал Игорь Иванович Сечин, как глава Роснефти. Все логично. В этом плане торговля с Китаем ничем не отличалась от торговли с Евросоюзом, за единственным исключением. Мы все время из-за одержимости Европой приходили к китайцам с нашими проектами тогда, когда петух клевал. То есть в тот момент, когда у России была слабая переговорная позиция, а у Китая сильная. Нефтяную трубу прямую мы построили по итогам кризиса 8-9 года на китайских условиях, дав им скидку. А газовую трубу «Силу Сибири» мы построили в 2015 году, после чего? После аннексии Крыма. Соответственно, формула цены была выгодна китайцам. И здесь он не продает нефть и газ за бесценок. Он продает их за деньги меньшие, чем мы получали в Европе за те же самые ресурсы. И продает их теперь особенно на условиях китайцев, потому что другой рынок в Евросоюзе мы сами себе отрубили, незаконно вторгшись в Украину. И вот за счет этого как раз мы и попали в ситуацию, где у нас есть крупнейший потребитель, который со временем
может нам диктовать, не любые условия, но условия гораздо более кабальные, чем даже сейчас. Но мы продаем не в убыток. Мы продаем не в Просто убыток. дешевле, чем могли бы, если бы был мир открыт для нас. Мой коллега в фонде Карнеги Сергей Вакуленко, который 10 лет был главой по стратегии «Газпромнефти», посчитал формулу цены по продаже газа по газопроводу «Сила Сибири» и выяснил, что мы продаем в убыток по сравнению с тем, что мы продавали в Европу, но все равно с прибылью и с маржой. Поэтому нет, не в убыток. Как ты отвечаешь на вопрос? Россия сырьевой придаток Китая или равный партнер? Я говорю, что Россия — это сырьевой придаток. Я говорю, что Россия — это больше, чем просто сырьевой придаток. Отношения с Россией гораздо больше, чем просто про покупку сырья. Это отношения с другой великой державой, которая тоже одержима по отношению к Америке, которая считает Америку не просто конкурентом, а угрозой существования режиму Владимира Путина и страны. И это нас с китайцами сильно сближает, помимо экономической взаимозависимости. Но это те партнерские отношения, где у Китая более сильная переговорная позиция. И потому что они более крупный зверь, их экономика в 13 раз больше, и потому что мы сами дали им эту сильную переговорную позицию, поссорившись с Западом, вторгшись в Украину и попав под санкции. Последний тейк здесь. Быть сырьевым придатком не так плохо. Вот Австралия, или Канада, или Норвегия, тоже сырьевые страны, но они и имеют технологии, и вкладывают свою природную ренту в качество жизни. У нас тоже была такая прекрасная возможность. У нас одни из лучших университетов среди развивающихся стран, скажем так. У нас довольно много высокотехнологичных компаний. Компания Яндекс, очевидно, лучше, чем компания Байду, потому что компания Байду разработала свой поисковик в тепличных условиях, без конкуренции с Гуглом. А у нас Яндекс Глобально конкурировал с Гуглом и выигрывал эту конкуренцию на своем рынке. Поэтому у нас могла бы быть прекрасная жизнь как сырьевого придатка и Европы, и Китая с технологиями и ядерным оружием. Но не срослось. Сериал «Эпидемия» заканчивается тем, что в Россию вторгаются войска Китая. Допускаешь ли ты такое в какой-то обозримой перспективе? Сериал «Эпидемия» что фантастический, так или иначе, но просто это в поп-культуре и вообще как бы в самой разной, там, в публичном поле часто такое проговаривается, как один из там, страхов, который может быть у человека, живущего или ассоциирующего себя с Россией. Это маловероятно, но это не невозможно. Я очень долгое время был уверен, что общества, которые стареют и вымирают, которым надо заботиться о демографии, не играют в экспансионистскую внешнюю политику. И вот смотри-ка ты, Россия, в которой вроде бы как провозглашено целью сбережения народа, потому что общество стареет и население сокращается, мы ведем экспансионистскую ужасную войну, которая стоит десятков тысяч жизней и украинцам, и россиянам. Китай тоже общество, которое сейчас стареет и скоро будет сокращаться. Но бацилла реваншизма там очень быстро может распространяться, точно так же, как и коронавирус. Поэтому если вдруг в какой-то момент, допустим, китайское руководство решит поиграть в маленькую победоносную войну, и кто-то решит, что Тайвань трогать не надо, потому что, там американцы впишутся, и вообще болезненно. А вот русский мишка уже дряхлый. Вот смотрите, украинцы вторглись в Курскую область, уже 4 месяца сидят, и ничего, ядерное оружие не летает. Поэтому если мы, на полшишечки, Владивосток или что-то еще, тоже ничего не случится. Это может быть абсолютно ошибочное мнение, потому что все доступные нам из того, что мы читаем в западных СМИ, планы России на случай китайского вторжения подразумевают практически быстрое применение ядерного оружия, потому что у России нет конвенциональных средств, чтобы сдержать эту агрессию. Но если вдруг китайский руководитель, как в свое время Владимир Владимирович, решит Владивосток за 3 дня, и ему никто не скажет «нет», этот сценарий становится возможным. Я думаю, что он очень и очень и очень и очень маловероятен, потому что пока в Китае у власти прагматики, они понимают, что Россия ядерная держава, риски слишком велики, и зачем расчесывать эту бациллу, зачем расчесывать эту рану, если можно прикладывать к ней пластырь, говорить, что мы закрываем сложные исторические вопросы, а все природные ресурсы из России ты все равно покупаешь на своих условиях. Но совсем невозможно этот сценарий
тоже я бы не рассматривал, к сожалению. Что Китай делает в Африке? Китай выкачивает ресурсы оттуда и продает туда свою продукцию, строит инфраструктуру. То есть мы строим больницу и дорогу в обмен, допустим, в каких странах? Да, приведем пример, чтобы это конкретно было. Самый крупнейший экспортер товаров в Китае — это Ангола, Судан. Это крупнейший торговый партнер Африки за прошедшие 15 лет. Мы строим вам дорогу и больницу, а вы нам? А вы нам алмазы, нефть, металлы. Но Китай экспортирует примерно в 2 раза больше товаров, чем он покупает из Африки. Потому что куча вещей, машины, именно индустриальные машины, автомобили, бытовая техника и так далее, все это тоже китайское. Можно ли назвать это новым или просто видом колониальной политики? Нет, это, мне кажется, нельзя назвать колониализмом. Это зависимость, где у Китая очень сильный переговорный рычаг, где он использует коррупцию на местах и где он не то чтобы всегда преследует выгоду стран, куда он приходит торговать и инвестировать, но при этом Китай делает массу вещей, которые не делает ни одна другая страна из-за просто рисков, неокупаемости этих проектов и строит там все эти дороги и прочее, чтобы занять свое население отчасти, чтобы распилить какие-то деньги, возможно, но при этом появляются дороги, объекты инфраструктуры, которых иначе бы не возникло. И это торговая политика, где, как в суровом, жестоком мире, одна страна пытается использовать свои конкурентные преимущества и отжать выгоды от этих отношений. Я правильно понимаю, что мы пытались или пытаемся делать примерно то же самое, но пока не на тех оборотах? Мы абсолютно даже не в той же лиге, потому что мы с местными экономиками структурные конкуренты. И мы про ресурсы, и они про ресурсы. Нам особо там нечего предложить, поэтому, естественно, их товарооборот, помимо размера их экономики, будет всегда сильно больше. Мы можем предложить услуги защиты для каких-то стран типа Центральноафриканской Республики, Вагнера или прочих, торговлю оружием и какие-то отдельные нишевые машиностроительные решения. Но это все идет ни в какое сравнение с тем, что может предложить Китай. Кто опаснее для России, США или Китай? Я думаю, что мы сейчас находимся в стадии гибридной войны с Америкой, что греха таить, но это наш выбор во многом, на мой взгляд. Мы могли бы этой конфронтации избежать, у нас была масса возможностей даже в начале 2022 года. Мы по-прежнему можем снизить градус этой конфронтации и перейти от войны к какому-то соперничеству и нормализации отношений. Но дорога к этому лежит через конец войны с Украиной. Китай, мне кажется, любой прагматичный политик в Кремле, даже если его фамилия будет не Владимир Путин, а как-то еще, будет учитывать то, что Китай наш огромный сосед. У нас нету никаких причин иметь плохие отношения с Китаем. Нам нужно торговать и заниматься добрососедством. Как раз наша возможность не участвовать в этой схватке Китая и США, мы не являемся союзниками ни тех, ни других, нам не обязательно занимать сторону. Нам можно быть той самой мудрой обезьяной, которая сидит на дереве и говорит: ребята, давайте жить дружно, давайте, не знаю, вы вот пободаетесь на тему того, кто быстрее климат починит. Вот тебе же теннис нравится? Не мой любимый вид спорта, но я послеживаю, да. Окей. Хорошо, тебе футбол нравится? Да. Футбол. Вот если бы Китай и США соревновались как Барса и Реал в Эль Классико, и договорились бы типа: давайте каждые 20 лет смотреть, кто внес больший вклад в борьбу с изменением климата или борьбу с международной бедностью. И вот у нас будет такой вот матч. И тем, кто, раз там, не знаю, в 10 лет мы будем давать венок, петь осанну и говорить, что они молодцы. И вот давайте соревноваться. Да? Вот все эти вопросы про Тайвань и так далее, все ерунда. И у каждого свои конкурентные преимущества. У вас там 5000 лет цивилизации, а у нас American can do spirit. Вот, Россия была бы, Валенсией. Вот, и тоже такая бы иногда говорила: знаете, мы тоже что-то можем. Я думаю, те, кто разбирается в футболе, просто так на тебя разозлятся из-за того, что это так неамбициозно. Так. Может быть, Атлетиком Бильбао. Хорошо.
Или Атлетико Мадрид? Я не разбираюсь в футболе. Ты просто назвал команду, которая вот середняк, а последние годы прям едва-едва середняк. Они между вылетом Ну, и этим. это похоже отчасти. Нужно ли учить китайский, потому что через 10 лет этот язык будет так же важен, как сейчас английский? Он не будет так же важен, как сейчас английский. Его учить сильно сложнее. Его освоение занимает гораздо больше времени. Он простой с точки зрения грамматики, он не самый простой, но осваиваемый с точки зрения фонетики. Он очень сложный с точки зрения письменности, иероглифики и с точки зрения лексики. За то время, что ты хорошо выучишь китайский не на уровне, как мы вчера в ресторане заказывали, а того, чтобы читать на нем лекции или проводить интервью, писать статьи, ты выучишь испанский, английский и французский на очень неплохом уровне, скорее всего, если у тебя есть склонности к языкам. Это прям отдельный труд. Плюс в том, что выученный язык, конечно же, развивает мозг, и это совсем другие мозговые центры, чем те, которые дают тебе романские языки или германские языки, или славянские языки. Он классный, он дико интересный, ты массу чего он дополняет твою личность. Если ты хочешь иметь дело с китайцами и в том числе развивать себя немножко интеллектуально, то да, классное времяпрепровождение. Если ты хочешь его выучить до вау-эффекта, это требует времени, и это требует постоянного поддержания, потому что у меня, допустим, за время отсутствия поездок во время коронавируса и сократившегося круга общения из-за цензуры, он так подзаржавел, его надо сильно чистить. Последняя вещь. Китайский язык важен будет для взаимодействия именно с китайской культурой, китайским бизнесом, китайской наукой. Да, они будут играть все большую роль. Но роль универсального глобального языка, на мой взгляд, все равно сохранит английский. Каким Китай будет через 10 лет? Понятно, что это дерево разных сценариев. Я опишу один и опишу вилку. Мне кажется, что через 10 лет Китай с большой долей вероятности будет страной с менее быстрорастущей экономикой. Он будет похож на современную Японию. У власти по-прежнему будет китайская компартия. Это по-прежнему будет экономика номер 2. Это будет коллективное руководство. Возможно, страна будет переживать такую оттепель после ухода от власти Си Цзиньпина. Это вероятный сценарий. Медленное развитие по сравнению с высокими темпами предыдущего десятилетия, потерянные десятилетия с точки зрения качества роста, но гаечки начнут раскручиваться. Это вероятный сценарий и желаемый сценарий. Мы можем через 10 лет увидеть Си Цзиньпина, можем увидеть Китай, который не будет бурно развиваться или развиваться лучше других, но у других дела будут идти сильно хуже. Например, маятник поляризации в США между демократами и республиканцами может раскачать ситуацию так, что приведет к серьезному внутреннему конфликту в США, не как в фильме «Гражданская война», но чему-то плохому. И проблемы в Европе, проблемы в других странах. Китай на этом фоне, даже будучи бегуном на месте с небольшим продвижением, будет все равно выглядеть гораздо более сильно. Ну и есть плохие сценарии, что мы в ближайшие 10 лет все-таки столкнемся с какой-то непреднамеренной эскалацией в Тайваньском проливе, да, и это приведет нас к кинетической войне между Америкой и Китаем. Либо произойдет очень большой коллапс внутри китайской экономики, что приведет к турбулентности внутриполитической и не гражданской войне, но очень серьезным хаотическим последствиям, которые сложно предсказать. Вот это вот такие ветки сценариев. И финально, в чем сила? В дисциплине и внимании. Если ты что-то делаешь регулярно с достаточной дисциплиной, даже при среднем объеме талантов, ты продвинешься. И с собой вчерашним ты сможешь соревноваться и выигрывать у себя. Ну и если ты это делаешь не просто механически, а еще и вкладываешь в это какое-то внимание, ты становишься лучше, от этого появляется сила. Другой вопрос, что надо практиковать
то, что ты проповедуешь. Practice what you preach, как говорят американцы. Вот у меня с этим проблема, поэтому слаб человек, но будем стараться. Что ты имеешь в виду под проблемой? Ну, я не настолько дисциплинирован, как хотел бы сам, но надо работать.